Блеск, по-настоящему танцевальное настроение, стиль и музыкальные темы 90-х, в которых тренеры буквально отрываются в ностальгии, а мы им вторим. Елизавета Пасечник и Дарио Черезано, серебряные призеры финала Гран-при России. Турнир в Омске – прекрасная возможность подняться повыше, но их соперники Екатерина Миронова и Евгений Устенко будут кататься с совершенно сумасшедшей поддержкой, ведь крестный отец Екатерины – сам Максим Сушинский, герой омского авангарда. Будет шумно! Их ритм-танец провокационен во взаимодействии и надежен в исполнении. А максимально разрядят обстановку своим танцем о беззаботной жизни Анна Щербакова и Егор Гончаров. Но беззаботность – это для зрителей, а для соперников – набор высоких уровней на элементах и умение соревноваться играючи, что так ценится в этом виде фигурного катания. Сегодня в короткой программе у девушек стоит обратить внимание на Алину Горбачеву, призер чемпионата и финала Гран-при России, известна своей волей к победе. Этот турнир как нельзя лучше подходит, чтобы оставить позади все невзгоды и выйти победителем. Она прекрасна в своем образе в короткой программе. Несмотря на дебютный взрослый сезон, Алиса Двоеглазова выглядит чрезвычайно уверенно. Ее техническая база позволяет кататься на одном дыхании, искусно вписывая элементы в хореографию. На этапе Гран-при в Красноярске она оставила всех далеко позади, но здесь, в Омске, состав получается посильнее. Претендентом на самые высокие места также является Дарья Садкова, серебряный призер взрослого чемпионата России. Они с Двоеглазовой вместе тренируются в команде Тутберидзе. При правильном настрое ее технический арсенал и качество катания могут обеспечить Дарье самые высокие баллы. Проникновенного и техничного выступления можно ожидать и от Софьи Муравьевой, чьи новые программы меняют представление об этой фигуристке. То, что готовит нам мужское одиночное катание в Омске, может стать одним из самых красивых турниров в сезоне. Прежде всего, это аттракцион эксклюзивной сложности в исполнении Владислава Дикиджи, чья визитная карточка в короткой программе – каскад из четверного лутса с тройным тулупом, а затем четверной флип. Они принесли ему победу на этапе в Казани. Похожий набор собирается выполнить и Петр Гуменник, будущий представитель нашего фигурного катания на Олимпиаде. Вопрос будет заключаться не только в чистоте, но и в артистичности, коей у Петра вдосталь и в новой программе «Парфюмер». Евгений Семененко сможет противопоставить соперникам свой поистине железный характер и цепкость в достижении результата, ну и необычный, яркий, дерзкий образ, который неожиданно удачно контрастирует с элегантной классикой его соперников. И не забываем про Глеба Лутфуллина, чьи элегантные программы тоже могут стать весомым аргументом в борьбе за призы. Короткую программу сегодня в Омске исполнят и спортивные пары. В этом виде все ждут не дождутся второго в сезоне выхода на лед Анастасии Мишиной и Александра Галямова. Бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Весенняя травма не позволила ученикам Тамары Москвиной сразу войти в соревновательный ритм. В Казани была проиграна довольно принципиальная дуэль. Но сегодня вопрос только в том, как проходит процесс восстановления и набора формы. Впрочем, соперники тоже не дремлют. Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев идут вперед, ставят очень эффектные программы, и в этих постановках есть чувство, красота, и все это подтверждено надежным исполнением элементов. Они же выиграли этап в Магнитогорске. Две пермские пары Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков и Таисия Щербинина, Артем Петров соревнуются не только между собой, но и поджимают лидеров. На этапе в Красноярске они заняли третье и второе места, соответственно. На пьедестале будет тесно от великолепных пар, как мы любим в этом виде катания. Эскимо российское от чистой линии разбудит даже спящие вкусовые сосочки. Мороженое «Чистая линия». Порадуй свои вкусовые сосочки. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она – земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия.
Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественникдв.рф. Если вы есть, будьте первым, кем бы вы ни были. Из песен лучшими песнями, из книг настоящими книгами. И вы трусливых не слушайте. Вы эксплуатируете как пену. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Добрый уже драйв раскрывает потенциал двигателей тех, кто стремится быть первым. Особенно в лодочных условиях. G-Drive. Будь первым. Добрый день, уважаемые зрители, любители спорта! Приветствуем вас в Омске на G-Drive арене на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири». Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке правительства Омской области. Через несколько минут мы начнем соревнования в ритм танца. Уважаемые зрители, просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Сергей Чемоданов, Московская область. Судейская бригада. Судья номер 1 Елена Фомина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Светлана Кандыба, Москва. Судья номер 3 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Мария Паскачей, Москва. Судья номер 5 Анастасия Горбачева, Москва. Судья номер 6 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 7 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Алла Шеховцова, Москва. Технические специалисты Иван Лобанов, Ростов-на-Дону. Наталья Митюшина, Москва. Встречаем на льду участников первой группы.
Екатерина Андреева, Дмитрий Блинов, Минск. Ольга Федорова, Павел Драко, Московская область. Елизавета Шищина, Павел Дрозд, Москва. Елизавета Кириллова, Илья Карпов, Нижегородская область. Алиса Кранюкова, Семен Нетсев, Ростовская область. Разрешена разминка. Первый канал приглашает вас на фигурное катание. Гран-при России проходит в Омске. И открывают соревнования ритм-танец. Это танцы на льду. Увлекательные, яркие, эмоциональные. Тот редкий случай, когда эмоциональность предписана правилами. И нужно быть яркими и зажигательными с самого-самого старта. Комментировать эти соревнования для вас будут Василий Соловьев и чемпионка России по танцам Елизавета Худайбердиева. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Василий. Как ваши дела? Дела хорошо, настроение очень оптимистичное, потому что здесь прекрасная арена, прекрасные зрители, и мы видим, что у спортсменов тоже очень боевое настроение. Они уже на разминке. Это первая группа участников в ритм-танце. Белорусские спортсмены Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов будут кататься здесь первыми. Они выступают, конечно же, вне конкурса. 4-й сезон катаются. За это время трижды становились чемпионами Белоруссии. 1 раз среди юниоров. Первый номер белорусской сборной в танцах на льду, а это их тренеры Денис Самохин и также представляющий всех белорусских спортсменов Олег Васильев, олимпийский чемпион в спортивных парах. Ольга Федорова и Павел Драко будут кататься следующими, и они откроют официальную часть соревнований. Спортсмены тренируются у Дениса Самохина, Марии Боровиковой в этой прекрасной школе, которая находится в Подмосковье, в Балашихе. 3-й сезон они вместе. Денис Эдуардович очень 7-ми были на турнире в Магнитогорске. Наблюдает очень пристально тренер за парой, за своей. Елизавета Шищина и Павел Дрозд представляют Москву и группу Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой. Елизавета Шичина и Павел Дрозд. 20 лет партнерши, 29 лет Павлу. Ребята уже катаются на 2-м своем этапе Гран-при в этом сезоне. Успешно выступили на 1-м этапе в Магнитогорске, где заняли 3-е место. Сенсационно, можно так сказать. Желаем этой паре удачи, так же, как и их тренеру, который сейчас на ваших экранах. Ксения Румянцева, Екатерина Волобуева за кадром остается. И мы с нетерпением ждем их ритм-танец. Посмотрим, как ребята поработали за это время. Елизавета Кириллова, Илья Карпов из Нижегородской области. Спортсменов мы уже видели на московском этапе с их программой под песню Мадонны. Очень увлеченная пара. И видно было в Москве, конечно, с каким удовольствием они приехали на эти соревнования. Продемонстрировали свои наработки. Да, пока что не в состоянии занять какие-то высокие места, но, тем не менее, порадовать зрителей своих выступлением вполне умеют. Ну и в первую очередь самих себя. Посмотреть на то, как они способны на таком состоянии стресса, переживаний, потому что у нас огромная G-Drive арена, которая заполняется постепенно зрителями. Очень-очень много будет
желающих и жителей Омска, которые будут сегодня и завтра наслаждаться фигурным катанием. Алиса Крайникова и Семен Нетцев, ребята из Ростовской области, которые также выступали на этапе в Магнитогорске. Сейчас на ваших экранах Евгения Крайникова, мама и тренер по совместительству, мама Алисы. 6-й год вместе уже спортсмены. Не первый сезон выступают на этапах Гран-при. Уже знакомы зрителям. Подготовили ритм-танец на очень интересную музыку. Они также рассказывают в интервью, что чтобы сменить спортивную обстановку в танцевальную и ледовую, любят еще и погонять на картинге друг с другом. Ничего себе. Вот видите, какие танцоры разносторонние люди. Кто танцует в ансамбле, кто на картинге любит покататься. Приглашаются Екатерина Андреева, Дмитрий Блинов. Белорусские спортсмены будут кататься первыми, как водится, вне конкурса. Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов вместе уже 4 сезона тренируются в Балашихе у Самохина и Боровиковой, а катаются под Парк Горького и AC/DC. Открытые этому миру и публике, и всем на свете белорусские спортсмены Екатерина Андреева и Дмитрий Блинов. Мне кажется, они так удачно нашли для себя этот образ в ритм-танце. Прям вот лучше не придумаешь.
полностью с вами, Василий, согласна. И хочется отметить то, какая эмоциональность и каким ярким получился сегодня этот ритм-танец. И так как мы с вами помним, ребят, еще на первом этапе, где они дебютировали в этом сезоне, премьерили свои программы для общей публики. И какой большой прирост, и какой прогресс у спортсменов. С этим можно только их поздравить и похвалить. И в техническом плане, и в эмоциональном плане. Прям мне сегодня очень понравился этот прокат. Мне тоже понравился. Отличное открытие соревнований, хоть и вне конкурса. Ну, и это огромная, мне кажется, для ребят возможность и прекрасная возможность. Они получили обратную связь, получили свои оценки, смогли себя сравнить с другими спортсменами на этапе в Магнитогорске. Прекрасно поработали над техникой, над шагами в параллельной дорожке, которая у нас, мы не знаем, к сожалению, какой будет уровень утвержден, но изначально горел вот за параллельную дорожку, которая сейчас была на ваших экранах, 3-й и 2-й уровень. Это очень-очень неплохо. И действительно, ребята катали достаточно чисто, очень аккуратно. Поэтому огромный шаг вперед. Мы их поздравляем с этим прекрасным прокатом и будем с удовольствием ждать их произвольный танец завтра. Ну и такие классные взаимоотношения у них в этом танце. Какие-то не то чтобы драматичные, а драматургически выстроенные. Есть история парня и девушки. Это вот такая дерзкая история. Рок-звезда и его подруга. Да, абсолютно. За исполнение ритм-танца Екатерина Андреева, Дмитрий Блинов. 69,46 баллов. Это отправная точка, которая идет вне конкурса сегодня. Будем иметь в виду этот результат, чтобы понять, на каком месте ребята могли бы оказаться, если бы были в зачете. Московская область. Ольга Федорова и Павел Драко. Еще одна пара, тренирующаяся в Балашихе. 7-ми были в Магнитогорске, но запомнились своим стилем и легкостью под пение Бритни Упс Спирс.
Ольга Федорова и Павел Дракон. Надо сказать, что и эта пара очень точно попадает в образ, потому что если так вот разболтаться, пообщаться с этими ребятами, то они вот как раз такие немножко, ну, особенно Оля, такие кукольные, как представлены в этой программе. Мы позавчера летели, когда в Омск, то в аэропорту, ну вот Оля была во всем розовом абсолютно, сразу было видно, это сборная по танцам летит. Ну, ребята действительно запоминаются своими яркими образами и в программах, и внешне, костюмами, макияжем, прической и всеми составляющими, своей эмоциональностью. Это яркие спортсмены. Артистизм является явно их сильной стороной в их катании. С уровнями сегодня было не все так гладко, как хотелось бы. Наверное, главная сложность случилась в твизлах, так как, я полагаю, техническая бригада не взяла купе. Сейчас мы посмотрим на замедленных повторах. У партнера, и за отсутствием черты из группы «Б» сразу уровень падает на максимально высокий, то есть второй. Вот сейчас мы видим, отрывается свободная нога в купе у партнера, и из-за этого, к сожалению, падает уровень. Но на общую картину это никак не повлияло. Была прекрасно исполнена поддержка во вращении со сложным неожиданным входом, очень быстро, на скорости. И по общей картине, как мне показалось, это был прокат сильно лучше, чем в том же Магнитогорске. И ребята молодцы, конечно, с этим их можно поздравить и похвалить. Уж столько времени прошло с Магнитогорска, да, целый месяц практически. Даже за это время больше. спортсмены успевают так много сделать, что простым смертным остается только удивляться темпу работы и входу в соревновательную форму, в спортивную форму в каждом сезоне. Ольга Федорова, Павел Дракон набирают 60 баллов их результат. Покачивают головами, глядя на табло. Елизавета Шичина, Павел Ученики Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой на льду. Елизавета Шичина и Павел Дрозд в Магнитогорске были третьими. Это отличный результат. Ну и тем интереснее встретиться с призерами других этапов. И, кстати, редкий случай, когда у танцовщицы есть флип. У Лизы есть, но это пес. Obsession. I could wait night and day, be the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession. I could wait night and day, sign your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. I could wait night and day, the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. I could wait night and day, sign your name when I pray, in my heart night and day, till you come my way. I could wait night and day, the sky blue or gray, in my heart night and day, for your love to stay. Obsession. Come pick my roses. My roses
'cause it's my life. It's my life. It's my life, my world. 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 It's my life. It's a beautiful life. Oh, oh. 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 It's a beautiful Так ярко закончили свой прокат, свой прекрасный ритм-танец Елизавета Шичина и Павел Дрозд на огромной скорости, просто как будто бы на одном дыхании за секунду пролетел этот прокат. И публика невероятно благодарит спортсменов за подаренные эмоции и за этот драйв, как они зарядили даже самые-самые верхние ряды прекрасной, огромной G-Drive арены. И это дорогого стоит. Да, во второй части танца максимально публика вовлеклась в происходящее. И трибуна, у них начиналась дорожка шагов вот возле длинного бортика. И за их спиной болельщики. И прямо они начали аплодировать вовсю, как единое целое. Увлекательное зрелище, конечно. Ну, технически ребята катали очень-очень, скажем так, сбалансировано в том плане, что ногами все было очень на концентрации, очень четко, спокойно, чтобы конек нигде не дрожал. Спортсмены старались максимально это сделать. Не все, конечно, будет отмечено 3-м, 4-м уровнем, но видно, что проделана большая работа, именно техническая, но при этом старались максимально активно, максимально танцевально отработать все верхней частью тела, корпусом, руками. И тренер также вместе с ребятами катала сегодня эту программу. Прекрасно был сделан первый твизл. Во время второго твизла Лиза немного теряла баланс. Думаю, что это, к сожалению, отразится на уровне сложности для нее в синхронных твизлах. Ну и вот мы видим, что на заднем фоне зрители просто ликуют, и очень им понравился этот танец от спортсменов. Да, и все игрушки отправились на лед. Видимо, это прямо их группа поддержки прямо здесь находится, на этих трибунах. А может быть, это поддержка, которая для каждого спортсмена. Всем привет. Тоже. Спасибо, кто болеет, поддерживает. Бабуля, привет, моя дорогая. Красивая пара. И они первые. Конечно, пока сильно опережают предыдущую пару. Хорошая заявка. На лед приглашаются Елизавета Кириллова, Илья Из Карпов. Нижнего Новгорода приехали на этот турнир Елизавета Кириллова, Илья Карпов. В ритм-танце под пение Мадонны они буквально отрываются. Каждый выезд на турнир — путешествие в другой мир. What are you looking at? Strike the pose.
you till you share your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. My baby's got a secret. My baby's got a secret for me. Tick tock, tick tock, Madonna. Tick tock, tick tock, Madonna. Ladies, 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 ladies. Come on, let your body move to the music. Let your body go, you know it. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Let your body move to the music. Tick tock, tick tock, tick tock. Елизавета Кириллова и Илья Карпов благодарят друг другу за это выступление, поддерживают. И, конечно же, абсолютно очевидно, как они старались максимально ярко себя здесь показать на этом турнире. Конечно, в рамках своих технических возможностей. Хочется отметить, как все-таки важен соревновательный опыт и соревновательные возможности для спортсменов, потому что мы видели Лизу и Илью совсем недавно на Гран-при в Москве. Мне показалось, что это было совсем более уверенно, сегодняшний прокат. Практически нигде я не видела разные какие-то несинхронные, непараллельные движения. То есть ребята катаются сильно увереннее в ногах, уже больше друг с другом танцуют этот ритм-танец. И абсолютно точно на пользу им пошла вот эта неделя. Всего пару дней было между соревнованиями в Москве и здесь, в Омске. И внешне, в общей картине, конечно, технически пока уровни оставляют желать лучшего. Наверное, даже не неделя пошла впрок, а те несколько минут, которые они провели в Москве на арене в присутствии огромного количества зрителей. Третий уровень твизлов у Елизаветы, четвертый у Ильи. Небольшое расхождение в первом твизле. Можно исполнять эти твизлы ближе, и я уверена, что спортсмены будут нарабатывать именно этот аспект этого элемента. Но сегодня гораздо более как-то целостно, что ли, выглядел этот прокат, танцевальнее, больше настроения, вовлеченности я увидела, ежели в Москве. Наверное, меньше переживали спортсмены, более уверенно себя чувствовали на льду. Да, и были уже готовы к некоторым нюансам, которые сопровождает обычно соревновательная практика. Да, Ритм танца. Елизавета Кириллова, Илья Карпов. 43 балла они набирают, занимают, конечно, пока последнюю строчку, но мы их поздравляем с этими 2 неделями. Молодцы, двигайтесь вперед. На лед приглашаются Алиса Крайнюкова, Семен В Ростове-на-Дону Алиса Крайнюкова и Семен Нетцев тренируются у мамы Алисы, тренера Евгении Крайнюковой. 6-й сезон вместе. Ванила Айс, Шеги и МС Хаммер для энергичного танца этих увлеченных ребят. VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop, collaborate and listen. Ice is back with
in your brain like a poisonous mushroom, deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit the bullseye, the kid don't play. And if there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Roll it, hit my 5.0 with the rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on. But someone to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next stop. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Vanilla ice. Mr. Bombastic. We want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover. Now Mr. Lover. Girl. Mr. Lover. Now Mr. Lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell, and I can take rejection. So you tell me go to well, I'm bombastic, tell me fantastic. Touch me on my back, she says I'm Mr. Romantic. Tell me fantastic, touch me on my back, she says I'm Mr. Boom. Where you say, girl? Smooth. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. When I'm mind to rhyme and do like it feels good. When you know you're down, a super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is beat up, you can't touch. Break it down. Stop. Hammer time. Стоп, have a time. Алиса Крайникова и Семен Нецев со своим модным современным танцем. Ну, то есть он выглядит максимально молодежным, несмотря на то, что это хиты 90-х, которые, по идее, должны олицетворять ностальгию больше, а не молодежность. Но они вот в таком ключе работают в этом сезоне. Алиса и Семен прекрасно откатали ритм-танец, очень танцевально, очень артистично, немного так корит себя и выглядит расстроенным Семен из-за того, что ошибся на твизлах и получил только 2-й уровень сложности, в отличие от Алисы, которая успешно справилась с этим элементом на 4-й уровень сложности. Но нужно отметить, что спортсмены провели большую работу между этапами, и даже на параллельной дорожке шагов очень много было хореографических движений корпусом, рук. Этот элемент стал более наполненным и выглядеть гораздо более презентабельно. Видимо, провели анализ спортсмены с тренерским штабом после обратной связи в виде распечаток и оценивания надбавок судейских относительно этого элемента и поработали очень прилично. Ну, как видно из судейского протокола, который мы можем на своих мониторах наблюдать, уровень как раз и повысился с того турнира, который у них был в Магнитогорске, на 1. Теперь 2-го уровня у них. Да. Ну, дорожки 2-го уровня сейчас в нынешних условиях и в танцах на льду это очень высокая оценка. Мало того, что это параллельная дорожка, оценена и 2-м уровнем и для партнерши, и для партнера у ребят, но и дорожка стиля паттерн, танец тоже оценена достаточно высоко. 2 элемента у ребят засчитаны. В классном стиле они, конечно, катаются. Очень самоотверженная, такая влюбленная в дело пара.
Это абсолютно точно. Видно, что спортсмены, ребята любят фигурное катание, обожают танцы на льду, развиваются и занимаются любимым делом. Надеемся, что Семен отпустит эту ситуацию. Выглядит, конечно, расстроенным из-за твизлов. На третьей позиции они после исполнения ритм танца. Я успел первый сказать. Участников второй группы. Алиса Абдулина, Егор Петров, Санкт-Петербург. Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Анна Щербакова, Егор Гончаров, Москва. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин, Москва. Елизавета Пасечник, Дарио Черезана, Москва. Разрешена разминка. Вторая группа участников на льду – это ритм-танец на Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Включили сразу все повышенную передачу, с такой скоростью неслись вперед на разминке. Здесь довольно-таки сильные пары присутствуют, которые уже находились на пьедесталах на различных турнирах. Тем интереснее их встреча. Здесь кто кого. Первыми будут кататься Алиса Абдулина и Егор Петров. В Санкт-Петербурге вместе с мамой Алисы Еленой Соколовой они поднимают танцевальную культуру Санкт-Петербурга, потому что где-то с 1991 года там прекратили заниматься танцами. Ну вот, теперь эта группа развивает и данный вид в Санкт-Петербурге тоже. Алисе 20, Егору 22. Оба они учатся. Алиса в университете ИТМО, Егор в университете Лесговта. Будем смотреть за танцем студентов, но уже очень мастеровитых фигуристов. Екатерина Миронова и Евгений Устенко, флагманы питерских танцев на льду. Лидеры питерских танцев и основные спортсмены, которые будут бороться сегодня за лидерские позиции, тоже из тренерского штаба Елены Соколовой, мамы Екатерины и Кирилла Алешина, который сегодня стоит рядом. Сейчас на ваших экранах мы видим Кирилла и Елену. Также они тренируются в том же штабе, что и предыдущая пара. Алиса Абдулина и Егор Петров. Видели мы обе эти пары, оба этих дуэта мы видели в Красноярске. Показывает на нам соревнованиях 33-й номер Максима Сушинского, нападающего Обского авангарда, который является крестным отцом Екатерины. Местная звезда. Анна Щербакова и Егор Гончаров будут кататься следующими. Юные спортсмены, недавно вышедшие на взрослый уровень, но ярко заявившие о себе и в техническом, и в артистическом плане, с очень интересными постановками. Катаются под попурри песен Михея и Джуманджи. 19 лет Анне, 21 год Егору. Также мы наблюдали их в Красноярске. Их тренер Екатерина Рублева сейчас на ваших экранах, которая уже очень-очень много лет работает с этой парой, растит их с самого-самого юного возраста. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин тренируются у бывших тренеров Екатерины Рублевой. Ирина Жук и Александра Свинина. Все здесь, конечно же, взаимосвязано. Дебютировали на взрослых соревнованиях в прошлом сезоне. Бронзовые призеры финала Гран-при среди юниоров.
в этом сезоне в Красноярске были 4-ми, то есть подобрались к пьедесталу максимально близко. Катаются под хиты Майкла Джексона. Это их тренер Ирина Жук. Не очень успешно обе программы получились у ребят на прошлом этапе. Были ошибки и в ритм-танце, падение какое-то абсолютно самое обидное и непонятное никому, ни самим спортсменам, ни их тренерам. Ошибки в произвольном танце. И мы надеемся, что у ребят на этом этапе в Омске все получится так, как они умеют, как они тренировали. Елизавета Пасечник и Дарья Черезана будут закрывать сегодняшнюю разминку и сегодняшние соревнования танцоров. Ребята выступали в Магнитогорске. Также не самым удачным образом получился ритм-танец, но прошло достаточное количество времени. И то, как спрогрессировали эти спортсмены, то, каким ярким, танцевальным, четким стал этот ритм-танец, я с удовольствием буду ждать. И все зрители очень-очень соскучились по этой паре, потому что, опять же, как я и говорила, повторюсь, достаточно длительное время прошло между этапами именно у этих спортсменов. Мы с нетерпением все ждем развязки сегодняшнего дня танцоров. Да, заключительные шаги серии Гран-при, конечно же, волнуют, потому что все в совершенно другом уже состоянии находятся, нежели месяц назад. Месяц назад все были немножко обалдевшие, а сейчас уже такая собранность. Ну и плюс ко всему на этапе в Омске очень интересный состав. Болельщики, настоящие ценители этого вида в восторге. Егор Петров, Санкт-Петербург. Алиса Абдуллина, Егор Петров открывают вторую разминку танцоров своим ярким ритм-танцем. Желаем спортсменам удачи и отличного настроения на эту программу. Style to make the floor burn. Tribal dance, tribal dance.
очень крутом темпе катаются Алиса Абдуллина и Егор Петров. Алиса Абдуллина. Видели мы их Егор тоже на Петров. турнире в Магнитогорске. Очень яркое выступление спортсменов. Также завели публику, задали такой темп и максимально получили удовольствие от своего проката. Уже середина сезона, спортсмены накатали ритм танец, появилась уже физика, которая позволяет до самого конца, до самых последних секунд максимально оставаться в образе, в эмоциях и получать удовольствие каждой клеточкой тела, кайфовать от того, что они делают. И это здорово. Посмотрим на замедленных повторах. Первый стартовый элемент секция твизлов, которая была на очень близком расстоянии, максимально синхронно, параллельно. С этим элементом хочется поздравить ребят, похвалить их, потому что он выполнен действительно качественно. Они получают хорошие судейские надбавки за эти твизлы. Только я это сказала, и почему-то техническая бригада приняла решение понизить твизл у Алисы до 1-го уровня. Я признаюсь честно, даже на замедленном повторе не поняла, что случилось, потому что, как мне показалось, было все очень сделано качественно у спортсменов, но техническая бригада приняла такое решение. Да мне кажется, что это ошибка какая-то. Посмотри, обратно вернулась в 4-й уровень. Ой, господи, фух. Слава богу, а то я уже испугалась. Уже у нас не горел красненьким квадратик. Это значит, что оценка утверждена. Но у ребят, слава богу, все наивысшим уровнем для этого элемента. Да, отличные оценки. Намного выше, чем они получали в Магнитогорске. Но тогда у них случилась такая досадная ошибка с задержкой, которую посчитали падением. Да. Но сейчас все у ребят в порядке. Все баллы на месте, все уровни на месте, хотя мы очень переживали. На лед приглашаются Екатерина Миронова. Лучшие в питерских танцах Екатерина Миронова и Евгений Устенко тренируются у мамы Екатерины, увлеченного специалиста Елены Соколовой. Первые с 91-го года, кто занялся танцами в Санкт-Петербурге. И очень неплохо занялись. В Красноярске были третьими пару недель назад и сейчас полны устремлений. Вы привлекательны, я чертовски привлекательный. Британская версия от Touch and Go. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? Straight to number one.
Honey, honey, honey tonight. Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Что мне нравится именно в этом ритм-танце, это как они классно в середине меняют настроение. Только что был отжиг, потом вдруг раз и пошла лирика. И она выражается всем, и эмоциями, и катанием, и коньком. И потом обратно возвращаются в мощный танец. Это здорово выглядит. С каждым стартом, с каждым выходом на соревнования, с каждым прокатом эта пара прибавляет, прибавляет и прибавляет. Играет самыми яркими красками этот ритм-танец. У него есть действительно линия, сюжетная драматургия, которую мы видим, как спортсмены знакомятся в своих образах, как они танцуют, заигрывают друг с другом. Потом идет медленная часть, которая будоражит всякие разные эмоции внутри нас, и мы видим, как развиваются их отношения. И таким ярким, таким танцевальным... Евгений огромный юморист, и ярким танцевальной частью заканчивается этот ритм-танец, который пускает в пляс всех нас, всех зрителей на арене. И хочется отметить, что ребята прекрасно поработали над технической частью этой программы. Параллельная дорожка, которая сейчас у нас на повторах. 3-й уровень для Екатерины, 2-й уровень для Евгения. Очень хорошие надбавки судейские получают спортсмены. Твизлы 4-м уровнем оценены для обоих из партнеров. Дорожка шагов типа паттерн-танец в позиции 2-й уровень. И очень большие баллы судейские. 3 балла плюсами получают спортсмены. И как раз вот это яркое завершение прекрасной вращательной поддержкой, очень эффектной, на огромной скорости, прямо перед судейским бортом. Прокат действительно успешный. Очень-очень хороший, качественный, рабочий. Максимально ребята собрались, подошли в хорошем состоянии. И психологическом, и физическом. И мы их с этим поздравляем. На 2,5 балла больше они набрали, чем в Красноярске, когда там выступали. Но могли бы еще больше. Вот им пересмотрели дорожку шагов, поставили партнер только 2-й уровень, хотя был 2/3. Ну, ничего, все равно это был очень яркий танец, очень классное выступление. Они лидируют на данный момент. Впереди выступление еще 3 дуэтов. Ученики Екатерины Рублевой, Ивана Шефера и Сергея Плишкина на льду, Анна Щербакова и Егор Гончаров являются призерами финала Гран-при прошедшего сезона. И, пожалуй, самая расслабленная программа этого сезона. Михей и Джуманджи. Добро пожаловать в иллюзию. Эта картина. Я был как художник, лепил из пластилина любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась. Цвета те, которые мне не давались, я взял их под сердцем, они там валялись, так нет, не пылились, их просто не брали. Цвета едкой боли, любовной печали, цвета цвета крови, бегущей по венам, цвета цвета крови, бегущей по венам. Они так стонали, они так кричали, я чувствовал телом. Вроде того бы теле не быть, я хотел бы знать как. Вот в чем вопрос, как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя как. Вот где ответ, вот как битва покажет, где больно, равно как солнце. Любовь, да, прямо джага-джага, прямо джага-джага. Вот как битва покажет, где больно, равно как сон. Любовь, да, прямо джага-джага.
На очень высоком темпе Щербакова и Гончаров заканчивают свое катание. Так вот, начинают очень медленно раскачиваться, а потом закручиваются и просто летают по льду. Очень красивая программа, красивая пара. Очень качественный прокат, высочайшие уровни сложности сейчас горят у нас в табличках. И спортсмены очень, я вижу, что довольны, рады. И вот подошли в той самой кондиции, не перенервничали, не пересидели и очень классно прокатали эту программу. Но и опять же, очень приятно видеть, что спортсмены развиваются и качество сильно растет по сравнению с предыдущими прокатами, при том, что ребята очень неплохо откатали этот ритм танец в Красноярске, но сегодня это гораздо танцевальнее. Больше радует, что у спортсменов столь юных, но появляется какое-то взаимодействие между друг другом, и мы видим настоящий танец. Потому что танец — это что? Единение двух душ, правильно, Василий? Да. И именно это ребята и демонстрируют, всякие разные пасхалочки в виде взаимодействия со словами, песни. Ну и порадовали публику. Все получили удовольствие, все кайфовали, все хлопали в такт. Вспомнили мелодии, подпевали. Но я вот обратил внимание, что в турнире в Красноярске даже выше ставили уровень по дорожке партнеру. Были у них тогда 3-4, сейчас 3-3. Но это все равно высочайшее качество исполнения шагов, там поворотов. буквально один шаг не сделал, да, и уже можно потерять этот уровень. Именно так, один шаг. Был под пересмотром этот элемент, долго искали. Егор Гончаров набирает 74,3. Зато дорожка вторая повысилась сразу на 2 уровня. И они получают 74-33. Немножко пониже, чем было в Красноярске. Сейчас они пока что третьи, отставая на несколько десятых от Шичиной и Дрозда. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, спортсмены из Москвы, из тренерского штаба Ирины Жук и Александра Свинина, под ритмы мелодии Майкла Джексона будут сегодня катать ритм-танец. Желаем спортсменам удачи. Protection for gangs, destinations, causing grief and human scale.
spend my life being a color. The way she came into the place, I knew right then and there. There was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. When I was walking the line, come over me, I said I had no time. And don't you pretend we didn't talk on the phone. I made it right, she left me standing alone. You're so dangerous. The girl is so dangerous. Can't go pay my money, don't away my time. You can call me honey, but you know damn about me. Keep it in the closet. В школе у Ирины Жук и Александра Свинина все четко. Хочешь кататься под Майкла Джексона, танцуй как Майкл Джексон. Ни больше, ни меньше. Ну, разве что петь не нужно. Хотя, мне кажется, что ребята в том числе чуть-чуть подпевали. Супер прокат, отличный танец. Ни одного акцента они не пропустили музыкального в своем выступлении. Ну, наконец-то мы увидели в полной мере, в полную силу, без прерываний, без тотальных каких-то ошибок, без падений. Мы увидели этот прекрасный ритм-танец, который очень подходит Милане и Диме. Они максимально круто вживаются в эти образы, максимально здорово их чувствуют. И сегодня все сложилось. Конечно, ребята получат и баллы больше, и положительных эмоций, конечно, будет больше. Ну, невозможно сравнивать это с тем, что было тогда. Хотя, конечно, они очень старались на предыдущем этапе в Красноярске, но это просто вот, ну, небо и земля, так уж получилось. Конечно, как будто другие спортсмены вышли максимально уверенные, максимально знающие, что они делают. Стартовый элемент, синхронные твизлы, прекрасно исполненные. 4-й уровень для обоих из партнеров. Очень синхронно, очень параллельно. Действительно классное качество элемента. Больше 2 баллов они получают от судейской бригады плюсами. Поддержка на месте, стационарная. Партнер в сложном положении партнерша. Очень музыкально исполнен этот элемент. И на прекрасное качество. Параллельная дорожка сейчас у нас на замедленных повторах. Вот очень четко вы, Василий, правильно сказали, что это отличительная черта тренерского штаба Ирины Владимировны и Александра Васильевича, что каждый акцент, он отработан, нету ни одной пустой какой-то секундочки в программе, везде какие-то, если элемент хореографический, там максимальное разнообразие креатива, как мы видели в заключительном элементе хореографической ритмической дорожки шагов. 3,5 балла надбавок получают спортсмены именно за этот элемент. И, конечно, это будут совсем иные баллы
чем в Ты Красноярске. вот сказала, что у них твизл первый элемент, а мне кажется, что первый элемент у них вот эта хореографическая подпрыжка в начале, когда она перепрыгивает через партнера, они моментально захватывают внимание публики, и все сразу: о, это интересно, что происходит, и тут же начинают аплодировать с первой секунды выступления этих спортсменов. Кто еще так может? Ну, это такая яркая, очень точка отправная этого ритм-танца, и спортсмены действительно сразу привлекают к себе внимание. Дмитрий Студеникин набирает 71,35. Они четвертые после исполнения ритм-танца, Четвертое место. отставая совсем чуть-чуть от Анны Щербаковой и Егора Гончарова. На лед приглашаются Елизавета Пасечник. Елизавета Пасечник родилась в Нижнем Новгороде, а Дарио Чередзана в Кротоне. Долго их вела судьба, чтобы они встретились наконец. Вот они вместе тренируются у Анжелики Крыловой, у олимпийской звезды. Красивые, позитивные. Елизавета, между прочим, бронзовый призер чемпионата мира по танцам в стиле джаз-модерн. Так что, как поется в их треке, «Everybody dance now». With the bass, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Say yeah, everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will do this too. Party people in the house, move. Неожиданное, драматичное завершение сегодняшних соревнований в танцах. Как странно это видеть. Елизавета Пасечник, Дарио Черезана. Второй турнир подряд. Что-то неимоверное происходит. Такие прям несчастья случаются с ребятами. Ой, не хочется концентрироваться на этом. Хочется максимально не обращать внимания. И мы знаем, какого уровня это спортсмены. И мы знаем, как они умеют кататься. Мы прекрасно видим это. И даже несмотря на те ошибки, которые были сделаны сегодня,
на это дурацкое падение, на ошибку на твизлах. Все равно эти спортсмены танцуют, и недаром вы, Василий, упомянули, что Лиза чемпионка мира по современным танцам, по отвлечению современных танцев. И это одна из самых драйвовых танцевальных программ в этом сезоне, которая нам всем безумно нравится. И, к сожалению, вот какая-то такая череда сложностей, полоса препятствий в этом сезоне на этапах Гран-при у спортсменов с ошибками на элементах. Милые ребята и такое сложное начало сезона. Может быть, этапы Гран-при — это то, где и надо отваляться по полной программе для того, чтобы выходить на чемпионат, на другие соревнования, уже во всеоружии, делать работу над ошибками. Такое случается часто. Конечно, мы хотели сегодня видеть праздник, а не грустные лица. Замедленный повтор, первый твизл, как будто бы сильновато Лиза подпрыгнула. Сложный вход у спортсменов использован из группы С. Вход в твизл прыжком. Потеряла баланс, из-за этого только первый уровень сложности засчитан на твизлах. И вот во время исполнения моухока в дорожке паттерн танца потеряла баланс. Лиза сильно как будто бы задавила наружное ребро, хотела чище показать сложный поворот. Но несмотря даже на это падение, у спортсменов второй уровень дорожки паттерн танца. Это возможно, это означает, что остальные шаги были исполнены чисто, 2 поворота были сделаны. Из-за этого ребята не теряют хотя бы в базовой стоимости. Базовая стоимость составляет 8 баллов, так, на секундочку. Да, конечно, это огромный. Один из самых дорогих элементов в ритм танца — это дорожка шагов в стиле паттерн. Параллельная дорожка, которая была исполнена на огромной, прекрасной скорости. 3-й уровень для партнерши, 3-й уровень для партнера. То есть спортсмены, но это не новость. Мы все прекрасно знаем, как они умеют кататься, и что это высочайшего качества и мастерства спортсмены в нашей сборной уж точно. Мы тоже. И вот из-за этого еще и обидней, что не удается нам посмотреть в общей картине целостности, насладиться этим крутым ритмом танца. Ладно. За исполнение ритм танца Елизавета Но остается только иронизировать, конечно, ребятам по поводу той ситуации, которая у них случилась. Драматическое осмысление подойдет позже, а сейчас они 6-е после ритм танца. Они отстают на 17 баллов от Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. Таким вот невероятным образом завершились сейчас соревнования в танцах на льду, ритм-танец. Елизавета в абсолютнейшем шоке и от Я того теряю дар речи. места, на котором находится Елизавета с Дарио, и вообще от того, как все завершилось. Мы надеемся, что все ошибки сегодня у всех спортсменов были израсходованы, использованы, и мы с удовольствием будем наблюдать завтра произвольный танец, развязку танцевального турнира, заключительного этапа Гран-при. Сегодня это какой-то шок. Да, но тем не менее, как это вводится со спортивной точки зрения, конечно, это определенные американские горки, которые тоже, к сожалению, доставляют удовольствие от просмотра. Итак, интервью сейчас с лидерами Екатериной Мироновой и Евгением Устенко будет проведено нашими прекрасными Евгенией Медведевой и Максимом Троньковым. Первый вид программы здесь, в Омске, на заключительном 5-м этапе Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири». Лидеры наши в танцах на льду после ритмического танца: Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Ребят, почему такие лица? Где счастье? Почему вы не озаряете этот сибирский лед своими улыбками?
Я не знала, что мы сейчас лидируем. Узнала только что от вас. Сидела, переодевалась и смотрела в стену. Ну, лидерство после первого дня вам добавляет какой-то уверенности в завтрашнем дне? Или все-таки это больше ответственность для вас? Вот говоришь, что не ожидала. Это в хорошем смысле или в плохом, что завтра нужно будет еще больше напрягаться? Я стараюсь не ожидать никаких результатов, в принципе. Мне морально легче так кататься. Завтра новый день, я, в принципе, забуду, каким номером мы идем, поэтому для меня, в принципе, это не имеет никакого значения. На данный момент мне просто сейчас важно успокоиться и готовиться ко второму дню. Я скажу, слава богу, что мы во второй разминке, можно поспать чуть подольше. Это вот спасибо. То есть стоило сегодня напрягаться все-таки? Вообще, алгоритм всегда напрягаются, чтобы попасть в разминку повыше и поспать подольше. Я не знаю, другие зачем ребята делают. Кать, не могу тебя не спросить. Я знаю, что твой крестный Максим Сушинский. Здесь его есть футболка под номером 33. Видела ли ты это, обратила внимание? И что для тебя значит выступать на льду, где легенда является твой крестный, великий хоккеист Максим Сушинский? Но, как ранее мы давали интервью сайту Первого канала, я испытываю гордость за свою семью и своих родственников. Вот все. Ну, наверное, типичный вопрос для всех фигуристов, которые хоть как-то, хоть чуть-чуть имеют хоть какое-то родство с хоккеем. Пробовала в хоккей играть? Я? Нет, никогда. А хочешь попробовать? Пока нет. А почему? Я боюсь отсутствия зубцов на коньках. Там есть клюшка, на нее можно опираться. Ну и определенный запах меня отталкивает, в принципе, от данного вида деятельности. Вот мы и добрались до правды. Ну да. Женя, ты не думал попробовать? Сейчас многие фигуристы играют в хоккей на досуге. Мне дороги мои зубы. Пока что я катаюсь в танцах на льду, мне надо улыбаться. Но спорт — это жизнь. Что? Саша Овечкин говорил. Спорт — это жизнь. Не, вот представьте, вы сидите в технической бригаде. Приезжаю я, такой красивый, без переднего зуба. Явно больше пятерочки не поднимется, поэтому... Но... Нет, я не думал пока что. И все, да. Вы знаете, как прошел этап Гран-при в Финляндии в танцах на льду? Сейчас там прямо обсуждения идут оценок, уровней. У вас все уровни сегодня выше, чем у Сизерона, например, у Гийома. Смотрели, не смотрели? Следите вообще за международной ареной? На кого равняетесь? Этап был в ночное время для нас, поэтому мы уже спали. Вот. То, что у нас выше уровня, здорово. Пусть они тогда приезжают на Гран-при России и тоже будут высокие уровни. Вот. У меня такая мысль. Но на самом деле мы над техникой очень хорошо работаем, поэтому спасибо большое. Тех, кто недоволен международным судейством, ждем у нас в России, в Омске. Прекрасные уровни, прекрасная техническая бригада. На сайте Первого канала смотрите. Да, завтра смотрите, как раз конечно. Произвольная, можно все наверстать, еще успеют долететь, так что ждем. Посмотрите Гран-при России на сайте Первого канала и откатайте чисто. Ну, в принципе, завершение интервью отлично получилось у Евгения, у лидера после ритмического танца. Мы отпускаем ребят восстанавливаться. Завтра у них сложный день, произвольный танец. Ну, а мы с Женей остаемся здесь работать для вас. Смотрите фигурное катание на Первом канале. Совсем скоро на лед выйдут наши замечательные девушки. Это точно нельзя пропустить. Спасибо. Все, идите отдыхайте, набирайте сил, высыпайтесь. Макс, ну а ты расскажи, какие у тебя ожидания сейчас от коротких программ девочек? Мы вот с тобой встретили сейчас в коридоре Соню Акатьеву. Ну, это, наверное, самое долгожданное это возвращение, потому что в этом сезоне мы еще Софью не видели. Интересно посмотреть, в какой она форме, готова ли она
уже вернуться на тот уровень, который у него был. Все-таки это чемпионка России. Но она выглядит достаточно так серьезно настроенной. Ну да, мы с тобой встретились, я сразу сказал, что, Сонь, посмотри, как глаза абсолютно адекватные, то есть никакого волнения, абсолютно сконцентрированная. Я надеюсь, что у нее получится выступить. Вообще здесь для тренерского штаба Тутберидзе довольно такая большая команда приехала, потому что и Дарья Садкова, которая уже является призером одного из этапов в Казани. Также победительница своего первого этапа Алиса Двоеглазова. Это наша восходящая звезда женского одиночного катания. Юная, но тем не менее владеющая элементами ультра-си, пытающаяся прыгать 3 четверных в своей произвольной программе. Поэтому я думаю, что даже как понаблюдать за противостоянием внутри тренерского штаба Тутберидзе будет очень интересно. Но мы сегодня увидим не только короткие программы, наполненные тройными прыжками, но также я видела, что в заявке у некоторых девочек есть тройные аксели. Это будет мега интересно, потому что не на каждом этапе Гран-при России можно было увидеть тройной аксель ультра-си в короткой программе именно. Да, есть девчонки, которые пытаются прыгать тройные акселя в короткой программе, и даже часто у них это получается делать с блеском. Но помимо тройного акселя, конечно, еще существует очень много элементов, не мне тебе рассказывать. И одним тройным акселем, как мне кажется, сейчас короткую программу выиграть нельзя. Короткую программу можно выиграть с 4 уровнями на вращениях и дорожке. Это мы уже усвоили, и на международке сейчас тоже активно это показывают и доказывают. Чего ты ждешь от короткой программы девушек, как двукратная чемпионка мира? Какие твои ожидания? Чего бы ты пожелала нашим девушкам сегодня? Я жду стабильности, я жду, чтобы за нашими девчонками можно было также спокойно наблюдать, как когда-то, уж извините, я спокойно выходила, катала, и все были уверены, что я пойду и сделаю. Это, конечно, приятно всегда осознавать, что зритель может без беспокойства просто насладиться твоим катанием. У нас девочки отличаются именно стабильностью, поэтому я надеюсь, что у всех сегодня все получится, и они спокойно будут готовиться к произвольной программе, потому что отчасти все-таки правда, что короткая программа — это жеребьевка на произвольную, никуда ты от этого не денешься. И вот как Женя Устенко сказал, что, ну, поспим подольше, хорошо, что мы в последней разминке. Вот я желаю всем, кто хочет, попасть в последнюю разминку и выспаться завтра перед произвольной. Я желаю нашим девчонкам стабильного катания, желаю красоты вот этой, которую они могут дарить зрителям. Я думаю, что это надо видеть своими глазами. Также хочется всех пригласить на арену Омск, потому что фигурное катание — прекрасный вид спорта, и за ним особенно интересно и классно наблюдать, находясь внутри арены, попадать в этот волшебный мир фигурного катания. Это всегда особое удовольствие, и кто, как не наши девчонки, могут подарить эти эмоции. Мы с Женей пока прощаемся с вами, мы еще вернемся обязательно после турнира девушек-одиночниц сюда и поговорим с лидером после короткой программы. Пока мы даже предположить не можем, кто же им станет. Но а как только узнаем, сразу же присоединимся к нашему лидеру здесь и зададим какие-нибудь интересные вопросы. Ну а вы оставайтесь с нами и смотрите фигурное катание на Первом. Природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественникдв.рф. Если вы есть, будьте первым. Первым, каким вы были. Из песен лучшие песни. Из книг настоящие книги. И вы трусливых не слушайте. Вы экспуете как первым. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Доброе утро, драйв раскрывает потенциал двигателя и тех, кто стремится быть первым. Драйв, будь первым.
день, уважаемые зрители, любители спорта! Приветствуем вас в Омске на G-Drive-арене на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири». Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке правительства Омской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по короткой программе среди женщин. Уважаемые зрители, просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Святослав Бабенко, Тверь. Судейская бригада. Судья номер 1 Анастасия Горбачева, Москва. Судья номер 2 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 3 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Анастасия Ширяева, Москва. Судья номер 5 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 6 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 7 Алла Шеховцова, Москва. Техническая бригада. Технический контролер Елена Фомина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Владимир Глинозубов, Екатеринбург. Наталья Лебедева, Москва, Московская область. Встречаем на льду участниц первой группы. Виктория Сафонова, Минск. Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Мария Мазур, Москва. Алиса Цветкова, Омская область. Камилла Нелюбова, Краснодарский край. Мария Елисова, Тульская область. Разрешена разминка. Продолжаются соревнования в Омске. Девушки собираются исполнить короткие программы. Надо сказать, что развиваются события совершенно сумасшедшим образом на этом турнире. Танцы на льду в ритмическом танце были максимально непредсказуемыми. Ну, а мы, как всегда, желаем всем гладкого льда, чистого катания, ярких эмоций. На комментаторской позиции Василий Соловьев и олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Алексей Ягудин. Привет, ребята! Всем привет, дорогие друзья! Очень быстро, конечно, время летит. Вот уже заключительный этап Гран-при в Омске. Уже ждем, не дождемся посмотреть на короткие программы наших замечательных девушек. Ну и, конечно, желаем всем удачи и чистых прокатов, которые так важны в короткой программе. Приветствую всех любителей фигурного катания. Действительно, хотелось прямо... Приветствую всех любителей фигурного катания. Вы знаете, какое-то пограничное ощущение. Хочется прямо кричать «Ура! Ура!», потому что невероятной красоты, конечно же, этот ледовый дворец, G-Drive-арена. В Омске здесь приятно просто даже быть, не то что кататься и впитывать в себя энергетику зрителя. Ура, ура, потому что очередной этап чемпионской серии Гран-при. Но, с другой стороны, конечно, права абсолютно Анечка с тем, что время, к сожалению, очень быстро летит. И, к сожалению, это уже завершающий этап чемпионской серии. Но дальше больше. Дальше чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, напоминаем любимому зрителю, что это олимпийский сезон. И в феврале мы будем держать кулачки за наших фигуристов.
Ну и кроме российских спортсменок, здесь выступает и Виктория Сафонова, которая представляет Республику Беларусь. Тренируется в Москве у Оксаны Матвеевой, Егора Головкина. И здесь также Олег Васильев ее сопровождает на этих соревнованиях. Выступает Виктория Сафонова вне конкурса на этом турнире. Ева Зубкова дебютирует во взрослых соревнованиях в этом сезоне. Будет кататься второй в группе, и это будет первый официальный старт. Спортсменка родом из Новокузнецка, тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына, куда перешла в межсезонье. Мария Мазур представляет Московскую область, так как катается в Академии Ангелы Плющенко уже 5 лет. Она тренируется у Евгения Викторовича, у Дмитрия Михайлова и Сергея Алексеева. То есть с 11-летнего возраста она там катается, спортсменке всего 16 лет. На взрослых этапах Гран-при дебютирует. Вот как раз на наших экранах двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Да, Евгений очень вовлечен в тренерскую работу. Конечно, масштабно он за это дело взялся. И с огромным удовольствием мы видим, как он вот прям подпитывается энергией от молодежи. Это ощущается. Но я думаю, что в лице Жени невозможно было создать какую-нибудь маленькую группу, потому что человек такого масштаба в плане спортивной составляющей, конечно, Академия, если уж делают, то делать действительно так, чтобы об этом не только говорили, но и были определенные результаты. Мы видели, как прекраснейшим образом очередной сезон проходит Елена Костырева. К сожалению, здесь не получилось завоевать золотую медаль, но мы видим громаднейший потенциал. Также здесь, кто находится в данный момент на разминке, Томазук, то я помню совсем ее юной, ну а сейчас уже абсолютно другой взгляд, другое катание осмысленное, но об этом чуть позже. Да, Алиса Цветкова здесь также на льду. Она катается вслед за Марией. Она представляет Омскую область. И ее очень душевно здесь приветствовали сейчас трибуны. Вслед за ней будет выступать Камила Нелюбова. Она представляет Краснодарский край, а тренируется в Москве у Дарьи Гуреевой и олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой. Дважды она становилась пятой на этапе Гран-при в прошлом сезоне. В этом году, в этом сезоне в Казани на турнире Гран-при заняла 7-е место. Ей 17 лет. Ну, многие девушки очень молодые. Прям вчерашние юниорки – это нормальное дело на этапах серии Гран-при. И они зачастую составляют очень мощную конкуренцию любым взрослым спортсменкам. В короткой программе Камила будет кататься под энергичную музыку группы «Цвай» и собирается исполнить тройной аксель. Только что на разминке он ей покорился очень легко, она его исполнила. В Казани был небольшой недокрут на этом прыжке, а сейчас с абсолютной легкостью и 100% докрутом на разминке он был сделан. Так что пожелаем такого же чистого исполнения и в прокате. Ну и говоря про те, кто сравнительно недавно с юниорского уровня выходит во взрослый, то хочется подметить, конечно, тот, не то что риск, но и не авантюризм, но все равно это как бы программа на будущее. Несмотря на юный возраст, все равно мы видим, как и пробуют тройные аксели в короткой программе наши прекрасные девушки, понимая, что сегодня здесь не разыгрывается какой-то определенный Оскар или золотая медаль Олимпийских игр, но уже нужен этот задел и нужно спокойствие на будущее, что этот элемент уже был опробован в рамках того или иного турнира. Ну и в заключении группы участников будет выступать Мария Лисова, которая тренируется в группе Екатерины Моисеевой в школе Жука, куда она в прошлом сезоне перешла, ей тоже 16 лет. Очень интересные программы подготовила для этого сезона. Ждем, не дождемся ее выступления тоже. Ну, а начнем с Виктории Сафоновой. «Бессаме мучо» в оригинальной обработке представит нам сейчас фигуристка, выступающая за Беларусь. Виктория Сафонова. Здесь она вне конкурса, но смотреть на ее катание одно удовольствие. Ее постоянный тренер Оксана Матвеева также она работает с Егором Головкиным.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Прям спокойствие и уверенность излучает своим катанием Виктория Сафонова. Такие прыжки у нее пролетные, спокойные, элегантные. Может быть, это, конечно, потому что она здесь вне конкурса, но я просто восхищаюсь ее вот каким-то очень основательным катанием сегодня. Полностью согласна. И мне кажется, что дело не в том, что она выступает вне конкурса, потому что, сравнивая это выступление с ее же выступлением в Казани, мне кажется, сегодня это было на порядок увереннее. Все элементы были исполнены. Если до этого что-то хотелось пересмотреть, к чему-то придраться, то здесь она настолько как раз-таки легко и надежно исполнила все прыжки на большой скорости с докрутом. И каталась, на мой взгляд, намного раскрепощеннее, и программа смотрелась ярче. Вот я тоже хотел подметить эту раскрепощенность, раскованность на льду. И такое ощущение, что вот этот прокат для Виктории Сафоновой не стоил вообще ничего. Ни в плане эмоционального, ни в плане физического. То есть это как будто тренировка. И плюс прокат как будто бы с очень простыми элементами. Действительно, практически нет вопросов, которые бы остались после этого проката. Прыжки докручены. Все сделано в музыку, с каким-то нервом, небольшим надрывом, где это нужно было. Согласна. Было ощущение, что абсолютно без усилий Вика катается. А мы знаем, что для того, чтобы визуально это так выглядело, нужно огромную работу на тренировках, конечно, проделать. Множество прокатов, повторений, чтобы потом для зрителя все выглядело так легко. И однозначно, конечно, прокат такого калибра на международном турнире оценивался бы по достоинству. Однозначно. Пожелаем Виктории успеха и завтра в произвольной программе. Ну а самое главное, на Олимпийских играх, куда белорусская спортсменка должна поехать. На лед приглашается Ева Зубкова, Санкт-Петербург. Дебютантка родом из Новокузнецка на льду.
Ева Зубкова. Сейчас она питерская девушка. Вот перешла из одного тренерского коллектива к другому. И теперь работает в группе Евгения Рукавицына. Ну а короткую программу под пение француженки Индила ей поставила Татьяна Прокофьева. «Последний танец». Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lever, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et ce mon tour revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans cette douce souffrance dont j'ai payé toutes les offenses, écoute comme mon cœur est immense. Je suis un enfant du monde. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le temps, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et ce mon tour revient la douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Неожиданно и печально Ева Зубкова, которая выступала в Красноярске, заняла там 5-е место и очень чисто и элегантно катала свою короткую программу. Ну, там были какие-то помарки, но тем не менее это было чистое катание. Сегодня 2 падения. Вот мы очень часто повторяем, да, и вот за 2 турнира там кто-то сделал шаг вперед и так далее. А тут получается так, что за эти 2 недели что-то со спортсменкой произошло, что она так сегодня каталась? Или это просто случайность? Ну, падение зачастую, говорят, не мешает выигрышу в турнире. Здесь понятно, что это будет камнем преткновения. Но падение не мешает общему впечатлению о выступлении. На мой взгляд, это было в меру и дерзко, и импульсивно. Она как мячик отскакивала от льда. Да, к сожалению, проблемы с прыжковым контентом. И сейчас мы это как раз и обсудим. Да, у Евы очень такое мощное силовое катание, и прыжки тоже очень мощные. На первом этапе справилась она с короткой программой, здесь мы видели падение с Луци, и вот сейчас во второй половине хорошая она сделала флип, но уже как будто сил не хватило на этот тулуп в каскаде, который она старалась добавить. Полоборота недокрут и, соответственно, тоже падение с этого прыжка. Конечно, 2 падения в короткой программе — это очень серьезно, потому что всего 3 прыжка, и очень ценятся именно чистые прокаты. Сложно сказать, что сегодня произошло, потому что эмоционально она свою программу очень хорошо отыгрывала, она была вовлечена, даже несмотря на ошибки, из образа не выпадала. Так что здесь большая молодец. А с прыжками, наверное, вот какие-то технические моменты, либо, может быть, были сложности при подготовке между 2 этапами.
Какая главное, светлая, что да, да, лучезарная позитив. девчонка. Пусть все будет хорошо. На 11 баллов у нее меньше результат, чем был в Красноярске. Ну, это понятно. Ждем крутой произвольной программы от Евы. Долгосрочные отношения с ангелами Плющенко у Марии Мазур. 5 лет она тренируется под руководством Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова и Сергея Алексеева. Ну и пусть старт в Омске будет слаженным, более слаженным, чем неделю назад в Москве. You had plenty of money in 1922. You wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other man do? Get out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other man? Очень музыкальное катание. Каждый акцент был выделен этой спортсменкой. Это был настоящий танец. Мы зачастую, вот, да, с тобой, Алексей, и где было танго, говорим. А здесь вот все было видно. Настоящий танец. Причем такой двухсерийный сериал, мини-сериал, потому что в самом начале была концентрация видна в глазах и такое хладнокровие. А вот уже вторая серия, конечно, она была наполнена какими-то другими, более богатыми красками. Единственное, что мы с Аней Щербаковой тут переглянулись сразу после того, как мы увидели уровень дорожки шагов, потому что на наше, ну, комментаторское, на мнение тех, кто сидит за комментаторской позицией, все-таки это не второй уровень, а уровень однозначно должен быть выше. Работа корпусом У была меня видна. даже были вопросы, а поставить ли четвертый, да, потому что я увидела такую работу корпусом, что сразу стало интересно, будет ли четвертый, и, конечно, удивились, да, когда второй увидели, но я хочу сказать, что я под большим впечатлением от проката Маши, но при этом не могу сказать, что сильно удивлена этому. Мы видели ее прокат в Москве, и уже там увидели огромный потенциал в этой программе,
и, в принципе, в катании Маши. Она очень пластичная, музыкальная, у нее очень хороший конек, хорошие прыжки. Но там чувствовалось волнение, все-таки первый взрослый сезон. И вот здесь она выходила уже с большей уверенностью. Прыжки были сделаны без вопросов, чисто, докручено, на хорошей скорости, с хорошими выездами. И сразу программа ярче, в дорожке она уже больше экспрессии выдавала, показывала. А еще у меня сложилось впечатление, когда мы складываем пазлы. Есть, например, пазлы, да, общая картинка, состоящая из, например, 1000 маленьких деталей, а есть из, например, 200. Вот здесь этот пазл был сложно сочиненный. Огромная, мелкая работа, очень сложная работа, вообще без пустых мест. Прекрасная программа. Еще раз, Вращением она тоже подняла уровни, в этот раз все 4-го, хотя в прошлый раз были вопросы к 2 вращениям, были 3-е уровни, так что прям видна работа, и надеемся, что она с каждым стартом будет только набирать и набирать. А поскольку вот комментаторская наша позиция находится буквально в нескольких метрах от Киссинкрая, где сейчас находится двукратный олимпийский чемпион, и Мария Мазур, были повторы на ваших экранах, а я смотрел прямо в лица участников, и прям Женя показывал так бам-бам, и действительно как мячик отпрыгивала. Она получает 64 балла. Это хорошая оценка для нее, в том числе по сравнению с предыдущим этапом неделю назад. На лед приглашается 17-летняя Алиса Цветкова представляет на этих соревнованиях Омскую область. Тренируется у Ларисы Тарапат. Ну и, как говорит директор Омской спортивной школы 35, где воспитывают местных фигуристок, мы воспитываем физически и духовно развитых, здоровых людей. Между прочим, Алиса в этой школе теперь еще и боксом занимается. Ее музыкальная тема «Never Tear Us Apart» – «Никогда нас не разлучай». Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. Oh, I love your precious heart. I was standing, you were there. Two words collide.
Выступала Алиса под Never Tear Us Apart, что в быстром переводе, да, ну, никогда не разрывай нас. Но вот этот прокат разорвал эмоционально, потому что в общем и целом и хореография на месте, ну, конечно, есть много вот таких мелочей, которые шли предыдущей спортсменке Марии, например, в плюс, а здесь немножко оттягивали общее впечатление. Конечно, осадок после этого выступления остался, ну, и больше связан с тем, что прыжковая часть в основном, конечно, не сдалась. Ну, и уровни тоже можно было бы подтянуть. А я как раз хотела сказать, что несмотря на то, что именно прыжковая часть сегодня оказалась слабым местом в выступлении Алисы, она старалась не выключаться из программы и доделывать всю поставленную хореографию, и вращение все на 4-й уровне доделала. Давайте вот посмотрим, что же на прыжках было не так. Луц, на мой взгляд, еще и ребро было неверным. Чуть-чуть корпус назад забросила, из-за этого степ-аут, и, соответственно, там должен был быть каскад, который сделать не удалось. Думаю, дальше мысли были сделать каскад на флипе, и, возможно, из-за этого как раз больше ответственности она ощущала перед этим прыжком и флип падения. Хотя сам прыжок довольно неплохой был. Но вот уже вторая спортсменка и ставит дорожку шагов тоже 2-го уровня. Но вот сегодня, видать, будем более пристально смотреть на работу рук, верха тела, ног, корпуса, ну, и не забывать про шаги, смена направления. Да, самое важное именно блоки сделать чисто. Вы, Алексей, так близко сидите к судейским столам, что можете смотреть на работу рук судей. На следующий сезон дайте пройти Олимпийский, а дальше уже подвинем свои кресла в судейской бригаде. Но народ, единственное, поддерживал, конечно, безупречно. И с 42 баллами она сейчас занимает последнюю строчку в турнирной таблице. На лед приглашается Камилла Нелюбова. Дарья Гуреева и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова тренируют в Москве краснодарскую спортсменку Камилу Нелюбову. Свою программу под энергичную музыку группы «Цвай» она начнет с тройного акселя. Don't you know that I'm trouble? If they knew I was trouble, everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. Ура! Тройной аксель! I could be the devil in the skies. Don't you see the fire in my eyes? Don't you know that I'm trouble? Ooh. And if they knew I was trouble, ooh. Everywhere that I go, oh, it's a feeling down in my soul. Got a secret that nobody knows. I'm trouble. Yeah. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Boom, 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 boom. Bang, bang, bang. Knock you off of your feet. Take you home with me.
Это фантастика. Правда. Браво, браво Камиле, и причем не только за этот тройной аксель, потому что программа состоит не только из первого прыжка, не только из первого элемента, а мне кажется, что в этом сезоне, когда она добавила этот прыжок в свою программу, в ней словно она с другими глазами выходит, с другой уверенностью, она по-другому преподносит свои программы, определенный шарм такой добавился и целостность этого образа, и сегодня все было выполнено на высочайшем уровне, от прыжков, вращений до подачи каждого жеста, каждого акцента. Я, правда, сейчас немного не понимаю, почему многие элементы находятся в красной зоне. Для уважаемого нашего зрителя поясняем, что это элементы под знаком вопроса будут пересматриваться. Значит, есть на данный момент какие-то сомнения у технической бригады. Проверяют просто, Леш, посмотри, там и аксель здесь пересматривали, все в порядке. Мое мнение, тулуп что в здесь не порядке. только не было вопросов, но здесь даже не было сомнений в том, что может что-то не получиться, потому что таким запасом было абсолютно все выполнено, что придраться просто не к чему. Поэтому с такой легкостью мы с Аней могли сказать в самом начале программы, что это просто фантастика. Судьи сами себя перепроверяют. Не волнуйся. Ну, перепроверка прошла успешно, прыжки действительно все докручены. Единственное, вот на этом прыжке стоит неясное ребро на флипе. Но это вот... Где? Нет никакого неясного ребра. Все убрали. четко. Убрали. Только что стоял знак вопрос. Ой, не вопрос, а восклицательный знак. Ну, на мой взгляд, тоже ребро было в рамках допустимого, поэтому сегодня, да. Все, Все, что пересмотрели, все отпустили. Все стало прозрачно, чистым и на высочайший уровень. Ну, Камила Нелюбова, конечно, просто поразила нас своим выступлением здесь. И вот продолжает улыбаться. И, конечно же, сердечки. Ну, а мы аплодируем. Меня поразило то, с какой уверенностью и спокойствием она подходила к этим элементам. И она вот этот аксель, ну, как будто не прыгнула, а как будто вот просто перешагнула. Так легко вспарила в воздух. И это не Потрясающе. случайность. На разминке она тоже вот таким же легчайшим образом его исполняла. На 6 баллов она опережает ближайшую соперницу Марию Мазур на данный момент и занимает первое место. На лед приглашается Мария Елисова. Мария Тульская Елисова в область. прошлом сезоне перешла в тренерскую группу Екатерины Моисеевой в школе имени Станислава Жука. Дебютантка в Красноярске чуть-чуть не вскочила на пьедестал, не хватило балла, подкачала короткая. И вывод очевиден. Нужен чистый тройной аксель прямо сейчас. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that walked while they all played. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream.
Еще одно отличное катание от Марии Елисовой. И тоже тройной аксель. Конечно, не такой, как мы видели 5 минут назад, но тоже достижение. Микрофон был наготове. Голосовые связки были наготове. Вновь порадовать очередным тройным акселем. Он действительно был и в базе, и в планах, но, к сожалению, был очень большой недокрут. Вот ставят кьюшку, это, поясняем, это недокрут где-то до четверти оборота, но поскольку этот прыжок был выполнен прямо перед нами, то, ну, очевидно, был недокрут более чем в четверть оборота. Так это что... мы сейчас сможем посмотреть как раз. Давайте на замедленном повторе. Тот самый тройной аксель, исполненный первым элементом. Вот он как раз на ваших экранах. Соглашусь, что вживую был виден недокрут. Совсем мало. Вот Ну, практически на мой взгляд, вперед. ровно четверть. Как мне кажется, ну вот здесь немножко в пользу спортсмена засчитали. Кью — это в пределах четверти недокрут. Ну и очевидно... Тройной флип сделан. И во второй половине каскад лут-стулп. Но я хочу сказать, что Маша огромная умничка, потому что это огромный шаг по сравнению с предыдущим этапом. Там и аксель не получился, было падение. Здесь она его уже выехала. Пусть с небольшим недокрутом, но уверенность она придет. И по уровням тоже видно, что поработали над программой. Сейчас давайте посмотрим каскад, потому что на тулупе и вживую приземление было не самым чистым. Ну и да, здесь мы видим, что недокрут все-таки есть. Хоть и совсем небольшой, тоже ставят кью. Но вот оно как вживую выглядело, примерно так и оценили. Ну и теперь остается еще ждать, кому же из спортсменок повезет и получит уровень дорожки больше второго. Пока что да, пока ни у кого не на удалось. двоечке мы застопорились. Ну а так энергетика, какое-то такое вот насыщение. Пока шли прыжки, было ощущение, что немного Маша зажата. Но как только пошла дорожка, с таким размахом она поехала и прям всю энергетику этой программы и воинственной музыки передала. Это как бутылка газировки, которую немножко так раскачали, но до конца пробку не открыли. Но придет то время, когда вот эта сила и мощь выльется в реальные прокаты. 63,23 балла. На 2 балла она отстает от Марии Мазур и занимает 3-ю позицию на данный момент. А лидирует Камилла Нелюбова после выступлений участниц первой группы. Встречаем на льду участниц второй группы. Дарья Садкова, Москва. Анна Лишенко, Ростовская область. Софья Акатьева, Москва. Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Алина Горбачева, Санкт-Петербург. Алиса Двоеглазова, Москва. Разрешена разминка. Аплодисменты болельщиков, которые приветствуют участниц второй группы. Девушки исполняют короткую программу на Гран-при России по фигурному катанию. Мы в Омске на потрясающей арене. Трибуны сейчас уже почти заполнены целиком. Великолепное настроение. Ну и, конечно же, сейчас мы ждем настоящей феерии в короткой программе, потому что в этой группе катаются очень-очень мощные спортсменки. Да, состав здесь, конечно, просто помрачительный. Я тоже смотрю на девчонок, которые вышли на эту разминку, и понимаю, что борьба что сегодня, что завтра будет очень серьезная. И сразу же первой будет кататься ученица Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Дарья Садкова со своей короткой программой на пене Карлы Моррисон. Программы ставит Даниил Глейхенгаус и сама Этери Георгиевна. И много событий в жизни у Дарьи Садковой. В частности, в Казани она заняла 2-е место.
Но вот когда я вижу счастливое лицо этой спортсменки, я в том числе вспоминаю, как она сказала, что весной исполнилась еще и ее мечта, потому что она завела корги по имени Боря. Маленькие радости всегда помогают спортивному настроению. Ну пусть у каждого человека, который так или иначе связывает свою жизнь со спортом, а возможно и нет, пускай у всех эти мечты сбываются. Для меня лично очень приятно наконец-то в этом сезоне увидеть Соню Акатьеву, которая справилась и с ботинками, и с травмами, и сегодня она здесь. Ну, Софья будет кататься третьей, а второй по списку Анна Лишенко. В этой группе числится ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой на ваших экранах. Тренируется в школе Ангелы Плющенко. И во взрослом гран-при в этом году участвует впервые, то есть вот уже второй этап. В Красноярске она была второй. Здесь ждем от нее тоже красивого катания, энергичного. А Софья Акатьева на предыдущем этапе не стала выступать. В последний момент снялась с турнира. И надо сказать, что не до конца она избавилась от своих недомоганий. Был под вопросом и сейчас ее присутствие на турнире, но вот она вышла и будет кататься. Я буквально вот вчера прочитал немного информации о том, что и были проблемы с ботинками, прям 3 пары поменяли, и в данный момент я все пытаюсь приглядеться, вроде бы это черные ботинки, Хорошо, да, покрашенные в белый цвет. Но бывает такое, что у спортсмена возникают определенные проблемы с винтарем. Ну, самое главное, очень радостно видеть Соню, действительно, что она приехала на соревнования. Видно даже по разминке, что и волнуется, и форма еще не до конца набрана. Но мы пожелаем, конечно же, удачи и справиться со всеми трудностями. Из их же слов думали тоже пропустить этот этап, но когда тренерский коллектив сказал, ну почему бы нет, давай, уже нужно начинать. И вот они здесь. Ее тезка Софья Муравьева. Призер чемпионата России 24 года, где она выиграла серебряную медаль. Бронзовый призер в 23 году. В межсезонье сменила тренерскую группу и теперь катается под руководством Алексея Николаевича Мишина. Короткую программу ей поставил Илья Вербух. Это Кармен. Этот прекрасный костюм сшит мамой фигуристки, которая является профессиональным художником и модельером. Ну и мы были поражены ее катанием на предыдущем этапе, где она, тем не менее, заняла всего лишь 5-е место, но было видно, что ведется очень мощная работа. Ну вот только послушайте, я думаю, что вот эта энергия зала, и вы слышите сейчас, уважаемые зрители, аплодисменты, которые прозвучали в адрес профессора Алексея Николаевича Мишина. По поводу Сони Муравьевой, то как раз тот же профессор подошел ко мне в Казань. Ну что, видно? Видно определенные изменения? И потом тут же, не дожидаясь ответа, сказал, да, еще пока рано, работаем. Так что работа продолжается. Ну, 5-е место было в большей степени из-за произвольной программы и ошибок там, а вот именно короткую программу уже в Казани шикарно представила Софья, поэтому пожелаем как минимум удержать эту планку. Алина Горбачева будет кататься вслед за ней. Это спортсменка, которая тренируется у Софьи Федченко. Бронзовый призер чемпионата России. Ей 17 лет. В этом году она была второй в Москве на этапе Гран-при. Сделала каскад 3-2 в короткой программе, чего не хватило для того, чтобы набрать достаточно баллов, ну, чтобы прям сразу ринуться в атаку. Ну, сегодня желаем ей максимально чистого проката и максимально оборотистых каскадов. А в заключении этой группы выступит Алиса Двоеглазова, еще одна ученица Тутберидзе, Дудакова и Глихенгауза. У нее множество турниров, целых 12 штук, где она ниже 2-го места не опускалась. И это аж с февраля 2022 года. И на первом же этапе Гран-при в этом сезоне в Красноярске она была первой. Выиграла очень красиво, легко. Ну, в том числе, надо сказать, что соперницы помогли. Соперницы были, но они и помогли, и все равно, конечно, здесь состав он шикарен.
Прям в слезах сейчас уходила с разминки Соня Акатьева. Не знаю, с чем это связано, но посмотрим. На лед приглашается Дарья Садкова, Москва. Спортсменка школы «Хрустальный» Дарья Садкова готовится к исполнению короткой программы на омском этапе Гран-при. Ей 17, но уже третий свой сезон она проводит на взрослом уровне. Ее первый трек в короткой называется «Disfruto» в исполнении Карлы Моррисон. Перевод «Я наслаждаюсь». Не будем мешать. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, es tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, По ощущениям, дорогие друзья, мы не в Омске находимся, где-нибудь в Бразилии, и под солнечным пеклом идут эти бразильские сумасшедшие по энергетике танцы. Ой, завела и публику, завела и нас, и, конечно же, нужно было вот эту харизму подкреплять катанием, и это получилось у Дашечки. Я, кстати, обратил внимание, то, что вот ты зачастую говоришь, ну, сначала прыжковая часть, а потом девушка переключается. А мне кажется, здесь даже в постановке так прям сделано идеально. Заканчивается прыжковая часть, и она включает такой дикий танец. И это, по-моему, идеальное распределение. Аня, вот расскажи вот по поводу распределения прыжковой части. Ведь, насколько я помню, то сложные каскады были как раз во второй половине. Да, ну, в первую очередь, конечно. В целом все хорошо, только бедуинский момент. Все, давайте оставим так. В целом все хорошо. В общем и целом все хорошо. Ну, Давай. всегда сразу идет разбор, конечно, все детали, но в первую очередь Даша сегодня и правда зажгла зрителей, настолько в такт аплодировали все в конце, и вместе с Дашей ощутили этот драйв от ее проката. Ну, а переходим к элементам. Начала она с каскада, тройной луц, тройной тулуп. После луца поволноваться нас заставила. Вы посмотрите, как у нее дрогнул конек, но сама себя в этот момент Даша остановила, собралась и сделала прекрасный тройной тулуп. Потом, ну,
Даша Садкова была бы не самой собой, если бы не заставила нас понервничать. Чуть-чуть, да, волноваться. Раньше исполняла этот каскад во второй половине, и мне кажется, что как раз с психологической точки зрения передвинули его в первую половину, чтобы Даша его делала, сразу успокаивалась, этот камень с плеч падал, и дальше она уже спокойнее вот катала с этих свою программу. Как раз да. все менялось. Потому что Даша очень сильная спортсменка, и набор не очень сильный, и четверными прыжками она владеет, и тройной аксель демонстрировала на тренировках. Главное, вот ей именно на соревнованиях уметь показывать то, на что она способна, и в короткой программе уже второй турнир ей это удается. Пожелаем такой же уверенности и этого драйва в произвольной программе. Побольше стабильного исполнения сложных прыжков. Про дорожку мы говорили. 3-й уровень. Даша первая, кто переломил череду вторых уровней. А я очарован ножкой Даши, то, как она ее высоко и красиво поднимает на выездах. Просто идеальные выезды. Она впереди, на балл опережает Нелюбову. На лед приглашается Анна Лишенко, Ростовская область. Дебютантка взрослого сезона Анна Лишенко собирает все лучшее вокруг себя. Тренер, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая, постановщик короткой программы Никита Михайлов, музыка, цирк «Де Солей», самая драйвовая из. В Красноярске она уступила лишь Двоеглазовой. Лишь. Попробуй догони, но она настойчивая. Вся в тренер. Завела малышка зал. Да, и вы знаете, вот, выступала под музыкальное сопровождение. Все прекрасно знают цирковое направление, цирк Дю Солей. И, собственно, как вот в цирке, именно у Дю Солей, все номера построены, понятно, что на акробатике, но вот они стараются демонстрировать высочайший уровень подготовки артистов. И то же самое здесь. Какое-то что-то все уникальное.
и костюмы, спецэффекты какие-то, и вот эти вот, и, ну, соответственно, музыкальное сопровождение, такая небольшая акробатика. Но вот все это вот действительно было одним единым целым. Очень сильное впечатление на меня произвела Аня своим прокатом. Настолько насыщенная программа, нету ни секундочки передохнуть, очень такой рваный темп, и он при этом очень подходит. Аня, она соответствовала полностью и надрыву этому. Она сама по себе такая миниатюрная спортсменка, но своей энергетикой она прям заполняла весь зал. И весь лед покрывала. Это нужно уметь. И сегодня это точно получилось. По техническим элементам нету никаких вопросов. При этом показала и сумасшедшую пластику, и насыщенность программы, очень сложные заходы на прыжки, выходы из прыжков. В дорожке шагов точно так же смогла сохранить вот этот темп программы, потому что в дорожке зачастую начинаешь все-таки замедляться, выделывать шаги. А Ане удалось и шаги показывать, и при этом держать вот этот накал, напор этой программы. Ну и видно, как вторая половинка, ты не можешь присутствовать на льду в одиночку. Естественно, это коллективная работа. Как Юлия Лепницкая, конечно, сопереживала своей спортсменке. И хоть отметить вновь дорожка третьего уровня. Ну, вот перебрались, видишь, во вторую разминку и сразу пошли уровни. Поздравила своим катанием и из Кисенкрая Анна Лешенко свою маму с днем рождения сейчас. У нее 67 с копейками баллов, и таким образом она отстает на 3 балла от Камилы Нелюбовой. Занимает 3-е место. На лед приглашается Софья Акатьева, Москва. На льду чемпионка России 23-го года, ученица Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза в своей короткой программе мечтает о некоем диком райском саде, где все втоптано в землю, но ради чего? На этот вопрос ищет исполнительница под сценическим псевдонимом «Полна любви», ищет и фигуристка, и находит. Очень красивая программа. Остынет день и падшая листва напомнит о тебе, и что внутри меня я больше не хочу смотреть в твои глаза, немые видеть боль и нож спасения. Я больше не хочу встречать тебя во снах, вживую видеть боль, прекрасная не я. Хотелось лишь взглянуть на дикий райский сад, где втоптаны в земле планеты крылья.
По-человечески, конечно, очень жалко эту спортсменку. Жалко Соню, потому что до сих пор уже столько времени прошло, да, более 2 сезонов, не может себя наконец найти и выдать чистый прокат. То одно беспокоит, то другое. Но вот столь стремительно взлетала ее карьера и по юниорам в том числе. И потом мы видели сумасшедшие прокаты. Вот мы сейчас с Аней вспоминали и с тройными акциями, и с четверными. Но вот не может до конца нащупать себя уже в современном теле. Хочется сказать Соне слова поддержки, потому что Соня очень сильная спортсменка, чемпионка России, девочка с чемпионским характером. А это всегда очень тяжело с таким характером выходить, зная, что ты сейчас не в форме, что что-то не получается, что раньше было лучше. И сегодня просто огромная молодец, что она приехала сюда выступать, хотя зная, что не все сейчас получается. Да, что здесь говорить про технику, каскад. Мне кажется, что на разминке мы видели сложности были. Да, я заметил как раз под конец. Было ощущение, что она перестраховалась и не хотела грубых ошибок допускать, и как будто специально отпустила и сделала двойной тулуп вместо тройного. Во второй половине, ну, тоже было ощущение, что не чувствовала она себя готовой сделать тройной. Но мне хочется отметить еще, конечно же, поскольку фигурное катание – это и катание в том числе, и порой в первую очередь, то это действительно абсолютно зрелое, осмысленное катание. Как она красиво на льду, вот просто нельзя не это сказать. просто красиво. Да. К сожалению, за флип двойной она не получает вообще никаких баллов, потому что двойной прыжок здесь не считается в короткой программе, чтобы просто зрители сразу понимали, почему оценка настолько будет ниже общего уровня. И очень стильное начало короткой программы. Немногие отважатся так лечь на лед. Все-таки холодно и волнение. Мы видели, как, спасибо большое операторам, как они показали, как вот прям нервы, мускулы работают. Вот видно, как очень нервно содрогается этот нерв. Правда, волнение, оно велико. Я не знаю, да, почему ты рассказываешь. На тренировке все нормально, выходишь. Ну вот как раз тренеры говорят, что на тренировке все было нормально. И я как раз думал, а почему тренеры решили выпустить все-таки спортсменку? Значит, было какое-то ощущение, что она может откатать сегодня эту программу. Ну, посмотрим. Период нужно просто прожить, даже не переосмыслить, а просто вот перетерпеть. Я помню, как ровно такие же вопросы и мне задавала в прошлом сезоне Соня. Говорит, ну я не понимаю, что происходит вроде тренировки, почему так? Ну вот. За исполнение короткой программы. На данный момент на 6-м месте она с этим результатом. У нее одни из лучших компонентов. По оценкам, по компонентам она на данный момент уступает только Дарье Садковой. Но техническая оценка очень низкая. На лед приглашается Софья Муравьева, Санкт-Петербург. Мы уже видели в Казани, как подошла к началу сезона Софья Муравьева. В ее жизни случился переход от тренера к тренеру. И вот теперь она работает с Алексеем Мишиным. В своей блестящей короткой программе, поставленной Ильей Авербухом, Софья была второй, но остаться в призах потом не смогла. Поэтому пожелаем ей удачи в этом новом бою.
Сколько же мы Кармен переслушали, пересмотрели. Но вот особняком будет всегда для меня, не с сегодняшнего дня, я впервые увидел на контрольных прокатах эту программу. Вот действительно, казалось бы, Соня, мы привыкли ее видеть в таком более лиричном плане, в таком более спокойном стиле. Какая трансформация произошла за столь короткое время. Просто как струна звенела сегодня здесь в Омске, но не перетянутая. Она не может, вот сегодня она не имела даже права, как сказала бы великая Татьяна Анатольевна Тарасова, разорваться. Вот сегодня она вот была на месте, была... великолепно. Она, то есть была не просто артистична, она была именно драматична. Звенела, просто Да, звенела. мне кажется, что в начале сезона сложно было поверить, что настолько эта программа сядет на Софью, что в каждом движении она будет проживать этот образ. Вы посмотрите, уже второй старт подряд восхищает нас, с какой экспрессией она катает эту программу. И технически тоже справляется. Тройной луц, тройной тулуп первым элементом был исполнен вообще без вопросов. Не пересматривали этот каскад, и пересматривать там, собственно, нечего было. Двойной аксель выполнен из очень красивого захода, но на выезде немного ушла в зубец. Это не является какой-то грубой ошибкой. И вот флип, давайте немножко поиграл на наших посмотрим. нервах. Да, здесь очевидно было. Издалека нам не показалось, но на повторе... Поставили Кьюшку. но мне кажется, что здесь можно было в пользу спортсмена Нет. засчитать. На мой взгляд, меньше четверти. В пользу спортсменов всегда можно считать. Не но всегда, когда но- вот такой повтор, здесь очевидно было. На повторе было очевидно, да, что... Мне показалось, был. что вполне в рамках, в пределах разумного этот недокрут был. Но, тем не менее, техническая бригада, да, ставит недокрут. Но 4-го уровня все вращения, дорожка 3-го уровня. Хотя изначально судьи так посматривали, 4-й поставили, но пересмотрели Возможно, на какой-то 3-й. поворот, да, потом не засчитали все-таки. Но Соня молодец. Вот, как мы сказали, эту планку в короткой программе свою она держит. И Софья Муравьева уступает 0,03 балла Дарье Садковой. Если бы Софья получила те же оценки, что в Казани, она бы сейчас опередила Дарью, но нет, 0,03 балла. Спасибо. На лед приглашается Алина Горбачева. Неделю назад на московском этапе Алина Горбачева выиграла серебряную медаль. Изящно, артистично, скользяще, но не хватило нескольких баллов по элементам. Они скоро найдутся, обязательно, вот увидите. Может быть, прямо сейчас.
Вы знаете, здесь абсолютно... Боже мой, какое счастье, какой праздник, да, вот эта неделя здесь в Омске, потому что один абсолютно чистый прокат сменяется другим. Высочайший уровень нашего фигурного катания. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Собственно, вот так и движется вперед Алина Горбачева. Но здесь абсолютно, да, вот по восприятию другое. Казалось бы, в каком-то мы замкнутом мирке. Вот если до этого был какой-то космос, вот эта вселенная без конца, то сейчас наоборот. Для меня Алина абсолютно очень уникальная фигуристка по какому-то восприятию ее прокатов, потому что когда я ее вижу в жизни или, может быть, на тренировках, на разминках, совсем еще юная девочка, но когда она начинает выступать, она так преображается, и это сразу взрослая, статусная спортсменка, которая с таким достоинством преподносит свои программы, и при этом невероятная сложность и шагов, и переходов, и работа корпуса. Все вращения, дорожки выполнены на очень и очень высоком уровне качества именно. Какие скорости! Правда, и вот здесь мы видели вот все для сравнения, да, и Садкова, и Муравьева, Нелюбова, в данный момент Алина Горбачева. Нам дали то, что мы Такую хотели разную получить. палитру, Да, но каждый найдет что-то по своему вкусу. разный способ доставки, но самое главное, мы получаем, зрители, то, ради чего фигурное катание и создавалось, и живет, чем живет. Да, девочки абсолютно разные, но все невероятно прекрасны сегодня. И в технической оценке, и в компонентах Алина Горбачева сейчас занимает первое место, опережая на 2 балла Дарью Садкову. А впереди катание лишь единственной участницы. На лед приглашается Алиса Двоеглазова, Москва. Вот уже 12 турниров подряд Алиса Двоеглазова не опускается в турнирах ниже 2-го места. Это с февраля 2022 года. Такая завидная серия. В Красноярске снова победила, да так, что соперниц и видно не было. Даже с двойным акселем в короткой она оставляет всех далеко позади своим чистым, невесомым катанием. «Я танцую, танцую, танцую», как поется в песне «Индила». Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lever, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse,
Это счастье наблюдать еще один великолепно исполненный прокат короткой программы. Алиса Двоеглазова, ну что ж, вновь блистала, как и неделю назад, на своем первом этапе Гран-при. В Красноярске она каталась. Да, тоже блестяще, тоже легко, воздушно, такие прыжочки, как будто пушинка. Алиса в замечательной форме подошла к своему первому взрослому сезону и действительно блистает на этих соревнованиях. И на 6-минутной разминке было видно, что с такой легкостью она исполняет эти тройные прыжки, особых усилий это для нее не стоит, хотя даже в прокате показалось, что чуть-чуть, может быть, волнение сыграло. Да. Но как раз запас прочности позволяет Алисе даже вот при каких-то мелких неполадках, чтобы об этом знала только она, тренеры, но на оценке это, я думаю, практически никак не отразится. Двойной аксель, исполненный просто через весь каток на огромной скорости, с двумя руками наверх, с очень красивым таким протяжным выездом. Но вот для своего уровня, на котором она находится, было сделано действительно без шероховатости. И все понятно, что разные фигуристки, абсолютно разных, и высоты, ну, когда Сафонова, да, открывала наш турнир, конечно, там чуть более масштабное что-то, но Алиса Двоеглазова, говорю, для себя, смотрите, все, выехала, подумала, вздохнула и в бой вновь. Ну вот на каскаде Луцтулуп видим, что немного вильнул конек, но это как раз-таки и есть, я думаю, та шероховатость, о которой знает Алиса, знают тренеры. Но на оценке, возможно, чуть больше надбавок она бы могла получить за этот каскад. Но это совсем нюансы уже. Алиса очень артистична, она все свои программы так ярко презентует, улыбается, не смотрит в лед, под ноги, всегда смотрит открытым взглядом. Играет со зрителями, да, со зрителями, судьями. Но мне бы хотелось, я сейчас пойду этим заниматься, узнаю, чем были недовольны Глихенгаус и Дудаков. Что-то им не понравилось в прокате. О! Алиса Двоеглазова занимает 4-ю позицию. У нее 3-я оценка по технике, но по компонентам 4-й результат. И она пока располагается с результатом 70-89 на 4-й строчке. А впереди Алина Горбачева, Дарья Садкова и Софья Муравьева. Такая короткая программа. Вот про кьюшку был вопрос в Нет, кьюшку не поставили, но неясное ребро на флипе есть. Есть. Ну, неясное ребро и Алине Горбачевой поставили. Тут как-то, вот вы не обсуждали это ребро, ну, то есть вам оно как не показалось, да? Там все было чисто. Но мы здесь его не взгляд. упомянули, да, неясное ребро, все-таки не такая грубая ошибка, и все равно этот прыжок оценили на положительную надбавку от судей, поэтому мы не сакцентировали внимание, да, но и у Алины Горбачевой, и у Алисы Двоеглазовой эту ошибку все-таки углядели в прокате, но сегодня Алиса проиграла не техникой, а именно компонентами другим девочкам. Ну, опять это же, такие с другой минимальные стороны, разрывы. компоненты у нее выше, чем были в Красноярске. Ну, постепенно. Первый взрослый сезон. Все-таки она только набирает обороты, тем более с тем контентом, который Алиса исполняет в произвольной программе. Вот эти баллы, которые абсолютно минимальный разрыв, можно легко сокращать в произвольной программе. Давайте переместимся в Кисенкрай, где... А перед тем, когда мы передадим слово двукратному олимпийскому чемпиону Максиму Транькову и чемпионке мира Жене Медведевой, Алина Горбачева уже там, я хочу поздравить всех нас с прекрасными, чистыми прокатами. Очень плотная борьба. И завтра будет крайне интересно. Не забывайте произвольные программы. Мы вновь приветствуем вас в Омске, где проходит заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках. И после короткой программы у нас лидер Алина Горбачева. Ей слово. Здравствуйте. Очень рада была снова оказаться в Омске. Очень люблю эту арену. Я обожаю красный цвет, и здесь красные трибуны, и мне это очень нравится, очень подбадривает. Алина, я не могу себя контролировать. Вот прям сейчас же расскажи, кто у тебя сидит на ручках. Такой маленький, прекрасный. Это моя новая собачка Рокси. Ее мне подарила мой тренер Софья Анатольевна. Ей 3,5 месяца, и она первый раз путешествует со мной вот в Омск. До этого была на этапе в Москве, но там не было полета. Но в целом она перелет принесла хорошо. Она тебе помогла сегодня хорошо выступить? Да, она меня успокаивает, я ее чешу, и просто это такое блаженство. Она такая мягкая, как плюшевая. А куда же делась Бекки? И не ревнует ли она?
Бекки сейчас дома, она немножко поправилась, вот, и не проходит в самолет, поэтому она наблюдает за мной из дома и тоже очень скучает. У них есть небольшая ревность за роль главного в доме, но в целом они уже уживаются довольно спокойно. Это прекрасно. Вот добро пожаловать в фигурно-катательную семью, но все-таки возвращаясь к соревнованиям. Завтра произвольная программа. У тебя сейчас лидирующая позиция после короткой программы. Добавляет ли это тебе уверенности? И какие твои планы на завтрашний день? Ультра-Си ждать? В каком количестве? Завтра я планирую исполнить четверной сальхов, пока что один, но буду накатывать уже дальше с двумя. Вот, да, конечно, первое место придает мне уверенность, и я рада как бы занимать после короткой программы лидирующую позицию, но завтра я буду настраиваться просто на произвольную программу, поэтому в целом настрой будет просто на конкретный прокат. Боевой. Да, боевой, точно. Ты последнюю неделю тренировалась на Навка-арене, а не на своем родном катке. Расскажи, как тебе смена обстановки и почему это произошло? Просто на моем катке сломалось отопление, и там сейчас очень холодно, поэтому мы решили перед этапом подготовиться на более теплой арене в комфортных условиях, чтобы спокойно как бы накатать программы, восстановить четверной и уже в боевой готовности выступать здесь. Ну, в общем и целом, подготовка прошла гладко, без каких-то форс-мажоров. Да, подготовка прошла хорошо. Спасибо моим тренерам. Как дела с четверным? На своем первом этапе Гран-при ты катала с тройным сальховым свою произвольную программу. Планируешь ли здесь выполнять ультра-Си? Да, планирую выполнять четверной сальхов. На первом этапе он еще был не совсем готов, но сейчас я уже его прыгаю и завтра исполню на соревнованиях. Ну что ж, мы не смеем тебя долго задерживать. Восстанавливайся, готовься к произвольной программе. Сегодня было блестящее, короткое. Пусть такая же будет и произвольная программа. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы встречаем Мишу Коляду. Миша к нам придет же ведь? Обязательно мы ждем Мишу. Нам нужна Отпускаем рубрика Алину. «Записки Михаила Коляды». До свидания, Алина. И здравствуй, Михаил. Миш, нам нужно очень быстро подвести итоги, потому что совсем скоро церемония открытия. Так, ну что ж, друзья, традиционно. Нам нужны крупные твои записки. Да, крупные записки. Я сегодня старался писать кратко, но емко. Вот. Начинаем церемонию открытия. Если очень кратко, значит, мне понравились вот практически без исключения все, начиная с Дарьи Садковой, просто растопила лед, программа «Кайф», вот написал так. Анна Решенко, переходы топ, очень плотная короткая программа, было вообще прям все замечательно сделано, и она прям заполняла своей энергетикой весь этот огромный стадион. Софья Акатьева не рисковала, нервно, но красиво. Софья Муравьева, изящная точность и тонкость образа. Чувствуется, вот она из категории тех спортсменок, которым веришь, буквально с первых движений. Алина Горбачева, все было отлично, катала немного сдержанно, но все было хорошо, и, собственно, это и помогло ей выиграть сегодняшнюю короткую программу. Что скажешь по поводу девочек, которые делали попытки сегодня, успешные попытки тройных акселей? У Камилы хороший аксель, а вот у Марии получился недокрут. Из-за чего? Да. По поводу первой разминки Камилы Нелюбовой с каждым стартом набирает. И это сегодня чувствовалось. И подача хорошая, и техника. И вообще она с каждым сезоном набирает все больше и больше. Мария Елисова разошлась во второй части программы. Подрасслабилась. Да, немножечко она так была сдержана в первой части, с первых движений. Было видно, что все-таки тройной аксель как-то, наверное, психологически давил на нее, но в целом она сегодня справилась. Лучше, чем в Красноярске, боролась с равновесием. Это как раз тоже я написал себе всю программу. Собственно, замечательно. И вот еще Алиса Двоеглазова, двойной аксель топ, потому что это действительно это был правда, прекрасный аксель на полполяны с невероятным сложным выездом, прекрасным чувством конька. И, в общем, это если кратко.
Алиса Двоеглазова, казалось бы, закрывала короткую программу, уверенное катание. Она выиграла свой первый этап Гран-при. Здесь пока промежуточно 4-е место, 4-я позиция. Неплохая для атаки в произвольной, но тем не менее. Как ты думаешь, почему судьи где-то, может быть, придержали и компоненты из-за того, что это первый взрослый сезон? Да, действительно, такое может быть, но она катала немножко сдержаннее, чем в Красноярске на своем первом этапе. И, может быть, именно это и повлияло, что она уже выходила, приезжала сюда в качестве топ-спортсменки. И, естественно, она надеялась, что она, если не повторит, то как минимум результат будет, ну, прям хороший, потому что она от себя, видно было, что она чего-то ожидает. И это немножечко ее сегодня, ну, придавило, так скажем. Спасибо, Михаил. Как всегда, информативно, кратко и красиво. Красиво, как и наше фигурное катание. Сейчас мы смотрим церемонию открытия, а сразу после нее мужчины-одиночники покажут свои короткие программы. Оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом канале. Нашу церемонию открыла команда Омской области по синхронному катанию на коньках «Аквамарин». Тренеры Мария Антощенко и Юлия Турбина. Молодежная столица России встречает всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири». Для официального открытия приглашаются заместитель председателя правительства Омской области Иван Андреевич Колесник, генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган. Уважаемый Иван Андреевич, вам предоставляется слово. Уважаемые гости, организаторы, участники, я рад всех приветствовать в молодежной столице города Омске от имени губернатора Омской области Виталия Павловича Хаценко. Уже третий год подряд на короткое время Омск становится также столицей фигурного катания. Это очень здорово, что Гран-при проходит именно здесь, и хочется поблагодарить от всего региона в лице Александра Ильича Когана всю Федерацию фигурного катания за большое доверие. Я искренне завидую тем, кто сегодня первый раз сидит на трибунах и смотрит вживую соревнования такого высокого уровня. Те эмоции, которые вы получите, будут незабываемые. Всем спортсменам желаю удачи. И мы видим большой рост желающих заниматься фигурным катанием, отдать своих детей в секции. И именно для этого проводятся такие соревнования, потому что когда приходишь и видишь, что вот оно рядом, на льду выступают сильнейшие атлеты мира, потому что российские атлеты самые сильные в мире в этом виде спорта, то у нашего спорта большое будущее. Всем удачи и хорошо провести время на Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». Уважаемый Александр Ильич, вам предоставляется слово. Дорогие спортсмены, тренеры, судьи, уважаемые любители фигурного катания, от имени Федерации фигурного катания на коньках России и от себя лично я хочу поблагодарить правительство Омской области, лично губернатора Виталия Павловича Хаценко за то внимание к нашему виду спорта,
которая сейчас существует. Я бы хотел отметить, что в декабре прошлого года великолепно прошел чемпионат нашей страны в этой потрясающей G-Drive арене. И сегодня любители фигурного катания вновь тепло приветствуют сильнейших спортсменов нашей страны. В сентябре этого года два наших спортсмена смогли пройти отбор для участия в Олимпийских играх в Милане. Это Петр Гуменник и Аделия Петросян. И я уверен, что в Омске мы увидим этих спортсменов. И тепло ваших сердец, дорогие болельщики, ваши аплодисменты, надеюсь, поддержат каждого выступающего на этом льду. Давайте вместе будем болеть за российских фигуристов и пожелаем им удачи. А сейчас разрешите объявить Гран-при России «Сердце Сибири» открытыми. Сегодня в Омске в рамках Гран-при России «Сердце Сибири» принимают участие лучшие фигуристы страны. Традиции российского фигурного катания продолжаются. В честь славной истории отечественного спорта и будущих побед звучит государственный гимн Российской Федерации. Омск вновь стал точкой притяжения для спортсменов и всех любителей фигурного катания. Нашему городу доверено провести 5-й этап Гран-при. До этого турниры прошли в Магнитогорске, Красноярске, Казани и Москве.
А сегодня Омск приветствует сильнейших фигуристов страны. В нашем городе любят этот вид спорта. На льду команда Омской области по синхронному катанию на коньках «Аквамарин». Тренеры Марина Емельянова и Юлия Турбина. Лучшие из времен, кажется, что одно, только здесь не рядом, нет. Лучшие из имен трудно произнести, трудно, но очень надо. Свою судьбу, если она с твоей не схожа. Я не хочу отнять сердце твое у тех, кто без тебя уже не сможет. Я знаю только лучшее в тебе. Мне от любви не страшно задохнуться, наяву живем, а не во сне. А я все не могу никак проснуться. Скажу, люблю, и это навсегда. Пускай смешно, пусть надо мной смеются рассыпаны созвездия города, и наши самолеты в небе разминутся. Случайных глаз ищет случайных драм, тянет себе магнита грусть. Первым, кого из нас переберет пошла, мы же так крепко ошибки. Знай, нам не дано с тобой время остановить или сойти за поворотом край. Каждому будет свой, но я возьму с собой нежные наши дни и ноты. Дорогие друзья, церемония открытия завершена. Спасибо, Иван Андреевич, спасибо, Александр Ильич. Сегодня и завтра на Омском льду будут соревноваться звезды отечественного фигурного катания и будущие чемпионы. Пожелаем всем успешных выступлений. Будем с терпением ждать ярких композиций и наслаждаться мастерством фигуристов. Зрители ждут захватывающие соревнования в одиночном и парном фигурном катании, а также в танцах на льду. В 17:30 начнутся соревнования в короткой программе среди мужчин, а в 19:15 в борьбу вступят пары. Пусть праздник фигурного катания
подарит прекрасные моменты и теплые воспоминания участникам и зрителям. Спустя 11 месяцев Омск снова приветствует лучших фигуристов страны. В декабре на чемпионате России они продемонстрировали здесь поистине космический уровень. В мужском одиночном катании на 5-м этапе Гран-при выступят спортсмены, занявшие 4 первых места. Но следить нужно не только за ними. Итак, обо всех претендентах на медали по порядку. Петр Гуменник. Петр Гуменник, одному из самых одаренных и всесторонне развитых российских фигуристов, в минувшем сезоне не хватало стабильности, ценнейшего качества, которое позволяло петербуржцу до этого на протяжении 2 лет подниматься на подиум всех соревнований, в которых он участвовал. Только к финалу Гран-при Петр набрал форму и победил с личным рекордом по сумме баллов. Его постановки называли самыми стильными, и нет ничего удивительного в том, что фигурист решил оставить произвольную программу Евгений Онегин и на этот сезон. Новую короткую программу «Парфюмер» ученику Вероники Дайнеко помогал ставить Даниил Глейхенгаус. Соревновательный год двукратный призер чемпионатов России начал в первых числах сентября на Кубке Санкт-Петербурга, а спустя 3 недели уверенно выиграл олимпийский квалификационный турнир в Пекине, опередив ближайшего преследователя на 34 балла. На прошлой неделе на московском этапе Гран-при занял 3-е место. В 2022 году фигурист поступил в университет ИТМО на факультет программной инженерии и компьютерной техники, где учится сегодня на 4-м курсе. Владислав Дикий Джи. Владислав Дикий Джи, спортсмен из Санкт-Петербурга, мощным вихрем ворвался в элиту отечественного фигурного катания. В предыдущем сезоне ученик Олега Татаурова был самым стабильным. Владислав не только победил на 2 этапах в рамках Гран-при, но и впервые стал чемпионом России. А еще первым из отечественных фигуристов чисто исполнил 4-й аксель в рамках официальных соревнований. Сначала на прыжковом чемпионате страны, затем на уникальном турнире на открытом льду «Открытие Байкала». В этом сезоне Дикий Джи выступает с новой короткой программой под саундтрек к фильму «Интерстеллар». Произвольный выбор пал на современную обработку классического произведения Модеста Мусоргского «Ночь на Лысой горе». На этапе Гран-при в Казани одержал убедительную победу, исполнив в общей сложности 6 квадов. Отец Владислава болгарин, отсюда и необычная фамилия, которая в буквальном переводе означает «портной». Помимо спортивных болельщиков, Дикий Джи активно завоевывает аудиторию в ТикТоке. У его аккаунта почти 1 миллион подписчиков.
Евгений Семененко. Евгений Семененко, ученик Татьяны и Алексея Мишина, из тех фигуристов, что никогда не сдаются. Даже когда дела складываются не лучшим образом. Как, например, в короткой программе на последнем чемпионате страны, после которой Евгений шел 9-м, а в итоге взял бронзу. Семененко всегда борется до самого конца, и благодаря этому выиграл немало наград, в том числе 2 золота чемпионатов России. Петербуржец всегда стремится к идеалу, много работает над приземлением с прыжков, чтобы прогрессировать и в технической, и в презентационной части своих выступлений. Новые постановки представил на прошлой неделе в Москве, где занял на этапе Гран-при 2-е место. В короткой программе звучат хиты гранж-группы «Нирвана», произвольная музыка из скороносной драмы Ридли Скотта «Гладиатор». После окончания спортивной карьеры Евгений планирует связать свою жизнь с медициной. Глеб Лутфуллин. Глеб Лутфуллин. Для ученика Алексея Мишина сезон 2024-25 был лучшим. Он оказывался на пьедестале почета на 2 этапах Гран-при, а также завоевал серебро чемпионата России. Крепкие нервы вкупе с высоким исполнительским мастерством могут стать решающим фактором в борьбе за 1-е место. К тому же фигуристу нечего терять. Больших побед у него пока нет, и потенциальный успех может стать тем самым импульсом, который выведет Лутфуллина на новый качественный уровень. В нынешнем сезоне для короткой программы фигурист выбрал музыку из сериала «Жизнь по вызову» «All the Lies» в исполнении Оуик и Антона Токарева. Произвольный катается под саундтрек из криминальной саги «Крестный отец». На домашнем этапе Гран-при в Казани получил бронзу. На правом запястье Глеба всегда красуется браслет. Это подарок бабушке, которая в свое время продала квартиру в Казани и переехала вместе с внуком ради его карьеры в Санкт-Петербург. Андрей Мазалев. Андрей Мазалев, чемпион мира среди юниоров 2020 года, на взрослом уровне все еще на пути к подобным вершинам. Хотя и был однажды в 5-ке лучших фигуристов по итогам чемпионата Европы, а также достойно представлял нашу страну на Олимпийских играх в Пекине. В прошлом году петербуржец пополнил тренировочную группу Этери Тутберидзе и обозначил цель – стать одним из лидеров нашего мужского одиночного катания. В сезоне 2024-25 дважды был 4-м на этапах Гран-при. Новая короткая программа 22-летнего фигуриста поставлена на песню «Everybody» группы Backstreet Boys. Произвольный Мазалев вживается в образ Джеймса Бонда под музыку Джона Барри. Этап Гран-при в Красноярске принес ему очередное 4-е место. Весной Андрей защитил диплом в МГУ имени Леслера. Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях, ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе Wink. Ростелеком. Технологии возможностей. Сила создает невозможное. Эмоции остаются в памяти. Совершенство наполняет гордостью страну, над которой никогда не заходит солнце. Т-банк – спонсор фигурного катания. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спорта. Ростикс. Настроение есть. Привет, я Женя Медведева. Фигурное катание научило меня двигаться вперед и не сдаваться. Именно так достигаются настоящие победы. Теперь и ты можешь стать частью большого спорта. Вступай в команду вместе с Фонбет. Где тут Озон хотим мы покупать? В распродажу, как царицы. Так выгодно себе позволить можно все. Что в черную пятницу не остановиться. Черная пятница на Озон. Хрустящая глазурь. Нежный пломбир.
Эскимо российское от чистой линии разбудит даже спящие вкусовые сосочки. Мороженое «Чистая линия». Порадуй свои вкусовые сосочки. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она – земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественниктв.рф. Если вы есть, будьте первым. Первым, из песен лучшие песни, из книг настоящие книги. И вы трусливых не слушайте. Вы экспонуете как пену. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Топ-ГР G-Drive раскрывает потенциал двигателей тех, кто стремится быть первым. Особенно в гоночных условиях. G-Drive. Будь первым. Добрый вечер, уважаемые зрители, любители спорта. Приветствуем вас в Омске на G-Drive арене на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири». Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке правительства Омской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по короткой программе среди мужчин. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Никита Логачев, Ленинградская область. Судья номер 2 Мария Паскачей, Москва. Судья номер 3 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 4 Алла Машкевич, Челябинск. Судья номер 5 Регина Трусова, Казань. Судья номер 6 Ирина Ильина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Светлана Ершова, Омск. Техническая бригада. Технический контролер Наталья Китаева, Москва. Технические специалисты Марина Австрийская, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Встречаем на льду участников первой группы. Евгений Пузанов, Минск. Андрей Мазалев, Москва. Арсений Дмитриев, Москва. Егор Коваленко, Воронежская область. Илья Мавлянов, Москва. Разрешена разминка.
Продолжаются соревнования на Гран-при России в Омске. Это заключительный этап. И сегодня день коротких программ. Ну и, конечно же, ритм танца, который был в первой половине дня. А сейчас мужчины исполнят свои короткие программы. Соревнования проходят в боевом режиме, непредсказуемом практически, ну, если не анализировать его уже постфактум, потому что постфактум такие специалисты, как Ягудин и Коляда, могут объяснить, конечно же, все, что угодно. Но вот сказать до начала соревнований, кто на каком месте будет, не получается ни у кого. Сплошные сюрпризы. На комментаторской позиции Василий Соловьев, Михаил Коляда, Алексей Ягудин. Давайте взбодримся. Всем привет. Мы бодры и веселые, а все это связано с тем, что послевкусие от коротких, от женских программ, конечно, осталось, но оно прям до сих пор не проходит. Очень много фантастически чистых коротких программ мы сегодня увидели. И сейчас немножко более валидольное направление, мужское одиночное, но даже не предвосхищая, но желаю каждому из участников все-таки показать то, ради чего и что они могут. Ученик Олега Васильева и Елизаветы Анихимовской на льду, белорусский фигурист Евгений Пузанов. Он открывает эти соревнования своей короткой программой вне конкурса. 22-летний белорусский фигурист работает в Минске. В короткой программе будет кататься под композицию «Потеря контроля». Lose Control. Андрей Мазалев, чемпион мира среди юниоров 2020 года, бронзовый призер чемпионата России 2022 года. В прошлом году перешел в группу Тутберидзе. На турнире в Красноярске занял 4-е место. Очень интересное катание, всегда показывает такое гладкое, пластичное. Его тренеры Сергей Дудаков, Даниил Глихенгаус. Суровые дни и для этих тренеров в том числе. Такие в женском одиночном катании были непредсказуемые результаты. Но посмотрим, что будет завтра в произвольной. Арсений Дмитриев также представляет школу Тутберидзе. Тоже перебрался туда из Санкт-Петербурга, в свою очередь. Раньше тренировался у Кирилла Давыденко. Да, интенсивно проходит 6-минутная разминка. Мы наблюдаем вновь попытки исполнить четверные прыжки. Вновь очередная попытка. Но вот сейчас она более успешно выполнена. Всего лишь легкое касание руки. Но до этого был срыв. Но вот знаете, вновь вспоминая и свои годы, вспоминая за то, как мы переживали за наших спортсменов, уже будучи на комментаторской позиции. И вправду, утренние тренировки, сезон, начало, межсезонье, послесезонье. 6-минутные разминки не значат в общем и целом ничего, пока ты не вышел на лед, когда не назвали твое имя и фамилию, и все. Пошла музыкальная композиция, а дальше уже все, момент истины. У Юлии Недосекиной и Александра Волкова тренируется в Москве Егор Коваленко. Представляет он Воронеж. В Магнитогорске был 9-м. Владеет четверными прыжками с ольховым тулупом. Обещает выучить все четверные. Ну, в этой группе участников четверные прыжки не исполняет только в короткой программе Илья Мавлянов и Евгений Пузанов. Все остальные спортсмены четверной сальхов и четверной тулуп обещают сделать. А Илья Мавлянов тренируется в Академии Плющенко у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой и призера чемпионата Европы Дениса Хадыкина. Для своей короткой выбрал тему из кинофильма «Сумерки». Поставил ему эту программу Никита Михайлов. Илье 16 лет, он 10-классник, готовится к ЕГЭ. Все как у обычных школьников, но только приправлено каждодневными тренировками, страданиями, стремлениями и мечтами об Олимпийских играх.
1 минута остается до окончания 6-минутной разминки. Вновь на ваших экранах Юлия Липницкая. Здесь уже во второй раз за сегодняшний первый соревновательный день. Прекрасная арена, атмосфера. И как же круто, что спроектирована арена таким образом, что буквально каждый зритель сидит в метре, в 2 метрах от того действия, которое разворачивается на ледовой площадке. Да, мы привыкли к тому, что Омск и хоккей, или хоккей — это Омск. Но все же практика выступления здесь показывает то, что фигурное катание имеет эту любовь, не сконцентрированную лишь в тех фигурно-катательных центрах, которые приняты за основу. Это как Санкт-Петербург и Москва. Все-таки география обширна. И здесь в Омске просто обожают фигурное катание. Это, собственно, и объясняет то, что зрители сегодня в первый день находятся и так яро и тепло поддерживают участников. Завершена разминка, и соревнования продолжатся через несколько мгновений. Он не давал кофту. Для исполнения Евгений Пузанов из Беларуси выступит вне конкурса. Ученик Олега Васильева и Елизаветы Анихимовской. Короткая программа под композицию «Потеря контроля», поставлена известным специалистом Николаем Морошкиным. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know how to control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like I feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. I lose control when you're not next to me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. I lose control when you're not here with me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Хорошо. Хорошо. Обтекаемо, без какого-либо яркого очень момента в короткой программе, но такой выбран стиль. Со значением такой, в свободном таком характере катания. Свободное плавание. Да.
замечательный этот спортсмен. И я Евгения знаю с прошлого года, потому что мы в прошлом году выступали в одном шоу в Китае. И тогда он там просто штурмовал четверные один за другим. Но вот сегодня, конечно, были вопросики с каскадом во второй части программы, и Аксель немножечко тащил. Но это сейчас мы будем смотреть и как-то анализировать. Но для меня даже по стилю, вы знаете, немного сейчас напомнило творчество Александра Апта. Такой же рослый, такая же прическа плюс-минус, такие же плюс-минус заходы. Вот на повторе замедленные тройной аксель стартовый, да. Вот чуть-чуть все-таки он как-то неуверенно в него пошел, долго готовился, и выезд такой был с кивком вперед. Тройной Ридбергер. Вот тоже мы сейчас сидим на комментаторской позиции, и Ридбергер, он в одну сторону начался, в другую закончился. То есть он прям в воздухе поменял траекторию полета. А еще я частенько следил за именно Олегом Васильевым, олимпийским чемпионом, тренером спортсмена, я так понимаю, куратором Федерации фигурного катания Республики Беларусь, за тем, как он периодически покачивал головой, но это было, эти действия были совершены не в моменте прыжковых элементов, терял на вращениях спортсмен, в том числе покачиваясь. А пока в Киссенкрай Николай Морошкин, хореограф этой программы, обсуждает какие-то детали постановки, что-то фигуристу дает какие-то установки. Ну, всегда хочется показать свой максимум. Естественно, на такой огромной арене, на таких больших соревнованиях хочется. Но напоминаем, что это соревнование идет вне зачета для белорусского спортсмена. И напоминаем также, что в Пекине, в Китае, где проходил отборочный турнир на Олимпийские игры, именно и Беларуси, и в лице женского одиночного катания, мужского могли предоставить по квоте, но выбрали только одиночное женское катание. Викторию Сарновскую, да. Сафонову. Но она сегодня, напоминаем, конечно, выдала, если не практически, но практически, пусть будет это слово, безупречный прокат. Да, ну здорово, откатались оба белорусских фигуриста сегодня. Это было катание с достоинством, очень красивое, и не стыдно выступать на такой шикарной арене с такими программами. Очень заметный фигурист открывает официальную часть соревнований. Это Андрей Мазалев, чемпион мира среди юниоров 2020 года, бронзовый призер чемпионата России 2023 года. Уже какое-то время тренируется в группе Тутберидзе, но пьедестал пока вот ускользает от него. И в Красноярске он опять был четвертым. Everybody недоумевают.
dancing now. Yeah. Am I original? Am I the only one? Am I sexual? Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody, rock your body. Любимчик публики Андрей Мазалев. Публика в восторге вот здесь, в Омске, не только от его четверных прыжков, но и от того, как он падает на лед красиво в хореографическом смысле. Делает брейк-данс, такие вот прокаты на спине. Ну, тем не менее, обидно. Уже второй обидно не этап то и слово. не дает Если этот б не аксель ему мог. пожить. Ну, если б не мог, если б не умел, Да. ведь все может. Ну, здесь вот прям rock your body. Ну, прям вот этим предложением разорвал здесь наши сердца. А что творилось за бортиком? Даниил Глихенгау, Сергей Дудаков. Опять действительно, ну хорошо ехал. Эта программа была, знаете, как было до попытки тройного акселя, и программа была после. И красочно было все сделано, но вот... А я все-таки хочу противопоставить свое мнение Алексея. Программа классная, действительно, и стартовый каскад 4.3 сделанный, и тулуп четверной затем тоже сделанный хорошо, чисто. Единственная вот такая ошибка — это аксель, и тем не менее он эту программу сегодня показал ярче, лучше и чище, чем на прошлом этапе в Красноярске. Так а в чем же спор? Я это и говорю. Нет, Алексей, ты его слишком сильно прям так вот начал журить. Нет, не что было есть лишь программа одного каскада. Я Ой, буду вашим рефери. Не, была программа до и Да. после. Не в смысле она была разной. Она не По рассыпалась. качеству. Вот в этом, Не рассыпалась, вот я что согласен. хочу подчеркнуть и похвалить на самом деле Андрея, что он действительно И я. настоящий Мы мастер. хвалим Андрея. Жалко, просто очень жалко. Вот сейчас, наверное, момент этот, да. Мы точно так же схватились за головы, потому что знаем, что Андрей прекрасно владеет этим тройным прыжком. Да, пусть сложным, но все-таки тройным. А тут еще такая ситуация получается, что если бы он упал с этого прыжка, как он сделал в Получил бы Красноярске, больше. он получил бы 4 балла, а здесь он получает бублик, потому что это бабочка. Извините, что так много терминов я сейчас употребил. Да, бабочка, поясняем для зрителей, это когда спортсмен заходит на условный тройной или четверной, раскрывается, его разрывает в воздухе, и получается всего лишь условно двойной или одинарный. Ничего, будем ждать в произвольной программе. Да, есть произвольная, хорошо сбалансированный спортсмен, но удачи. Он Тем не набирает, менее. тем не менее, на 5 баллов больше, чем он набирал 3 недели назад в Красноярске. Удачи, удачи в произвольной. На лед приглашается Арсений Дмитриев. Арсений Дмитриев, еще один спортсмен из Хрустального. Переехал из Санкт-Петербурга к команде Тутберидзе уже больше года назад, но прошлый сезон не пошел впрок. Травма стопы. Песня о слезах в исполнении Майкла Бубле. Его музыка в короткой программе. Now you say you're lonely. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river.
I'd ride a river over you. Now you say you love me. Well, just to prove that you do, why don't you cry me a river? Cry me a river, 'cause I cry a river over you, over you. You say you love me, but you lie. I cried a river over I cried a river. Now you can too. Cry me a river. Cry me a river. Ну, здорово, здорово. Арсений Дмитриев. Следили внимательно на разминке за тем, как он исполняет эти четверные. И не все было Гладко. Не все было Гладко, да. гладко, слово забыл, да. Но, видишь, Не все было многооборотным. да, но Да, и- вышел, и первый каскад выстрелил мощно. Мощно. Второй четверной тулуп мы, я уверен, увидим на видеоповторе. Колоссальный недокрут, но также сумел выстоять. Что касательно самого катания, конечно, оно не было таким раскрепощенным и свободным в пластике в том числе, как, например, у предыдущего спортсмена Андрея В отличие от всех Мазалева. других участников, Арсений катается на своем первом турнире. Ну, или, может быть, он где-то выступал еще в турнире по Нина Коломенкина. Он выступал, да, в этом сезоне. Но это, конечно, не уровень Гран-при. На уровнях Гран-при Еще не вкатался. мы Арсения видели 2 года назад, и спустя вот такое Пропущенный время, сезон. да, его до этого выводил Кирилл Анатольевич Давыденко, а сейчас он прям прибавил, на самом деле, в плане хореографии, в плане прыжков и вращений, то есть виден рост, конечно. После пропуска все-таки сложно входить обратно в такой, как бы, в эту битву. Но, тем не менее, было достойное катание, хорошее. Да, кстати, беру свои слова назад. Мне показалось, что на четверном тулупе там прям больше четверти было. Но... Нет, четверть была. Да, да. Все, и на повторе здесь я увидел то, что произошло в реальности. Я в плане раскованности, понятно, здесь даже больше мой акцент в словах не на волнении, когда ты видишь, что человек многогранен, но волнение его сковывает, а именно волнение даже я меньше увидел, нежели какой-то небольшой скованности. Показывает очень схожий результат с катанием Андрея Мазалева. Тоже 80 баллов. Чуть меньше, и он занимает вторую позицию на данный момент. Представляющий Воронеж Егор Коваленко на льду. Ученик Юлии Недосекиной, Александра Волкова в Магнитогорске пока был лишь 9-м. Четверной его тогда подвел. Но они все равно дружат.
So I became a soldier, built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty bees are tempting me. Oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless, manipulated. It's just too late. Oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I made of. Breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire, tried to get this weight off on my shoulders, built up on my strength. I'm finally taking over, complicate, I don't appreciate. Oh Lord, but I ain't going back no more. Fueling up the flames, gonna show you what I'm made. Keeping me alive, breaking every chain that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. Cause I will never be what you wanted. This fire's keeping me alive, making me believe I couldn't go without you. Make it hard to leave, you think it's all about you. You know I'll never be what you wanted. This fire's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. This fire is keeping me alive. Keeping Me Alive называется эта программа. Остаться в живых. Но вот сейчас хотелось бы продолжить ту мысль, на которой мы остановились, по поводу волнения. Не от того, что ты впервые выступаешь после длительной паузы, а именно в плане презентации. Вот по мне все познается в сравнении. Сейчас Егор показал более такое плавное, раскованное катание, нежели фигурист дуэта. Я имел в виду не то напряжение, которое ты ощущаешь от нерва, от страха, а именно от можешь или не можешь. Но у вас этот спор начался еще на Мазалеве, я так понимаю. У нас спора никогда У вас спора и нет, не я было. понял. Конечно, сложно сейчас работать с Мишей Калидой, потому что он исписал все ручки и использовал всю бумагу во время коротких женских программ, а сейчас без записей. Да, и без записи, на самом деле, все-таки хочется похвалить за презентацию и за хореографию Егора. Да, к сожалению, не удался ему четверной Сальхов, как и на первом этапе в Магнитогорске. Да, кстати, возвращаясь к нашему спору, да, этот спортсмен выступает уже второй раз на такой широкой публике, поэтому и презентация у него все-таки получше. Да, конечно, мы видим, что есть сложности в этой программе именно с прыжковым контентом, но в плане подачи, да, конечно, всегда есть куда лучше, спорить не буду. Но сегодня мне понравилось. Замечательный, растянутый парень. И вот это вот вращение, можно сказать, Юлии Липницкой, а из еще мальчиков вращение... не делает никто пока что на моей памяти. Вращение вот в одну хорошо. и в другую сторону. Сейчас это тоже уже чаще. дорогого Да, стоит. сейчас уже чаще парни стали выполнять вращение вправо и влево. Но вот такой затяжки не было еще ни у кого. Это правда сложно, уважаемые зрители, поверьте. А что с четверным происходит? Второй старт подряд, он у него в коротком не случается, а на разминке он был? Не встал на ногу, на левую, и он просто поторопился, надо было ему чуть больше доехать. Это как тебе прыгать в высоту, но не с двух ног. Ладно, потом. Без малого 60 баллов он набирает, и это третья строчка. На лед приглашается Илья Мавлянов, Москва. 16-летний Илья Мавлянов катается последним в этой группе участников. В Академии Ангелы Плющенко он тренируется с олимпийской чемпионкой Юлией Липницкой и призером чемпионата Европы Денисом Хадыкиным.
«Сумерки». Его короткая программа. Никита Михайлов поставил сознанием дела. Чай не в первый раз. Немного не успел завершить свою программу Илья Мавлянов. С хорошим настроением катался. В общем-то, у него и на предыдущем этапе был довольно чистый прокат в короткой. Но сегодня он выглядел гораздо увереннее, чем на первом этапе в Магнитогорске. И они решили поменять прыжковый контент, потому что судьи нашли на флипе неправильное ребро, а сегодня он сделал луд-стулуп по второй части программы. Ну и, собственно, выступал саундтрек фильма «Сумерки». Ну, понятно всем известная, да, эта лента про... И, во-первых, в том числе такое ощущение, что он действительно держал во внимании абсолютно каждого зрителя в этой арене и питался нашей энергией. Но, на мой взгляд, конечно, спортсмен слабоват немножко в техническом оснащении. А вот, кстати, что пошло не так? Что пошло не так, собственно, на акселе? Он направил всю свою энергию именно в лед. Да, в лед. То есть перед выполнением тройного акселя очень часто спортсмены используют тормоз для того, чтобы прыгнуть как промежуточное звено. Ну, практически как трамплин перед прыжком. А здесь Илья сделал, наоборот, усилие вниз. И, естественно, лед его не может подбросить, прыгать надо ногами. И вот так и случилось. Ну вот сейчас Юлия Лепницкая в Киссинкрае говорит, жалко аксель. Илья вторит ей, да, конечно же, акселя жалко. Но я тебе сказала, поэтому дальше держать. Ничего страшного. Этот спортсмен только входит во взрослый сезон, поэтому пожелаем ему удачи. Это все-таки важно, проходить такие этапы. В Казани достойно. аксель был отличным. Ничего. Завтра тоже, надеемся, будет отлично.
неплохо, на самом деле, была, кроме Витли, которая там закорючка получилась. За исполнение короткой программы. За короткую программу он получает 64 балла, что ставит его на 3-ю строчку после Мазалева и Дмитриева с серьезным отставанием. Лучше ребро, наверное. Встречаем на льду участников второй группы. Глеб Лутфуллин, Санкт-Петербург. Евгений Семененко, Санкт-Петербург. Даниил Самсонов, Москва. Петр Гуменник, Санкт-Петербург. Никита Сарновский, Москва. Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Головокружительный состав участников во второй группе. Еще в Москве мы говорили, вот какой у нас классный состав. А здесь ничуть не хуже. И омское завершение серии Гран-при получается на самом высоком и техническом, и эмоциональном уровне. Мы прекрасно понимаем, что сезон может развиваться как угодно. Мы уже видели такие кульбиты у спортсменов самого разного уровня на предыдущих этапах, что, казалось бы, нас уже ничем не удивить, да? Но мы готовы ко всему. Начинаем разминку номер 2. Ну, буквально несколько секунд, но какие люди стоят и за бортиком, в том числе Олег Тадауров, Женя Плющенко, Тамара Николаевна Москвина здесь же, и Алексей Николаевич Мишин. Ой, ну правда, очень сильная разминка под стать, наверное, финальной европейского первенства. Первым будет кататься Глеб Лутфуллин, спортсмен, который появился на свет в Татарстане, в Казани. Сезон прошлый был лучшим для ученика Алексея Николаевича Мишина. Вот он с Егором Челушкиным здесь находится. Елизаветы Туктамышевой здесь сегодня нет на этих соревнованиях. Тренеры распределяют путешествия друг между другом, потому что везде успеть по этапам серии Гран-при совершенно невозможно. Но Алексей Николаевич здесь сразу с несколькими спортсменами. В частности, он также настраивает на выступление Евгения Семененко, который просто поразил нас своей короткой программой на предыдущем этапе, насколько это было ярко, необычно и в такой, казалось бы, уж на что эмоционально и театрально катался Марк Кондратюк, да, но совершенно не стушевался тогда в короткой программе Евгений Семененко и еще круче откатался под эту необычную музыку Кобейн, которую он поставил в программу вместе с Никитой Михайловым. Ну, просто здорово. И сейчас вторую неделю подряд, Миш, как думаешь, усилится Евгений, или это, наоборот, такая нагрузка, что нужно ждать, что немножечко так Но здесь посложнее? сугубо все индивидуально, и мы все-таки желаем Евгению удачи и очень надеемся, что усилится. Надеемся, что усилится. Даниил Самсонов будет кататься следующим. Он тренируется у Светланы Соколовской в Академии Татьяны Навки «Наши надежды». В этом году выступал в Красноярске, пока был 7-м, но было ощущение, что может и должен подняться выше. Даже в короткой программе у него заявлен 4-й луц. Что вообще сейчас прыгают на разминку? Как происходит дело? Сейчас пока начинают с четверных попроще. Четверные тулупы вижу очень много, четверные сальховы, тройные акселя неплохие. И сейчас во второй части 6-минутной разминки, естественно, мы увидим луцы, флипы. Петя Гуменник уже успел 4-й луц прекраснейшим образом докрученный выполнить на разминке.
Да, Петр тренируется в Санкт-Петербурге у Вероники Дайнеко в школе Тамары Москвиной. У него огромное количество титулов, но самые главные испытания, конечно же, еще впереди, потому что он занял первое место на отборочном турнире в Пекине, где получил путевку на Олимпийские игры в Италию. Петр Гуменник будет прыгать четверной флип с тройным тулупом и четверной луц в своей программе. Его тренерский штаб на ваших экранах, включая Тамару Николаевну Москвину. Да, простите, я просто сейчас вспомнил и на всякий случай себя проверил, что первая четверка чемпионата России 2025 года, соответственно, это сезон предыдущий, она здесь находится на льду в Омске, потому что на чемпионате России Дикий Джи был первым, Лутфулин был вторым, Семененко третьим, а Гуменник четвертым. Так что вот такой состав. Прости, Василий. А 17-летний спортсмен Никита Сарновский тренируется у Евгения Плющенко, и он будет кататься следующим, предпоследним в этой группе участников. В Москве мы его видели, занял 7-е место. Причем, конечно, короткая программа его особенно подкосила. В произвольной был довольно интересен и публике, и судьям, но уже было поздно догонять ушедший вперед поезд, потому что соперники, конечно, на каждом этапе мощнейшие. В том числе и здесь заключительное катание мы увидим от Владислава Дикиджи. Также Санкт-Петербург. Тренер Олег Татауров стал чемпионом России в прошлом сезоне. В этом сезоне уже выиграл Гран-при в Казани. И в его короткой программе заявлен четверной луц с тройным тулупом и четверной флип. Комбинация этих прыжков чуть дороже, чем флип-тулуп и луц отдельно, но вот по сложности исполнения это соответствует тем баллам, которые дают больше за луц, чем за флип. Да, конечно. Насколько конечно. вот это по ощущениям сложнее, чтобы просто люди понимали? Это даже не по ощущениям, это скорее вот такой элемент психологического давления над соперниками. Я думаю, что именно из этих соображений решили сделать такой прыжковый контент. То есть это еще и стратегия психологии. Да. Разминка окончена. Пора кататься. На лед приглашается Глеб Лутфуллин, Санкт-Петербург. Глеб Лутфуллин продолжает успешное шествие по этапам Гран-при. То здесь медаль выиграет, то тут. И вот в Казани он получил бронзу. Но чего-то как будто не хватает. Вот он замечательно катается. У него чудесные оригинальные программы. И вот это, короткое на музыку из сериала «Жизнь по вызову», ну, просто заглядение. И все же.
I see lies in your eyes. I thought twice, but I will spend every day. I see pain, I'll take you, but you ain't for me. I see lies in your eyes. I thought twice, but I will spend every day. I see pain, I'll take you, but you ain't for me. This time. Глеб Лутфуллин. Что сегодня со спортсменом происходит? Тебе даже показалось, Миш, что что-то с коньком, Как будто что-то с коньком, да, было такое ощущение, как будто он себя искал всю эту программу, начиная со стартового каскада, вот как-то не мог найти внутренний баланс, внутреннее вот это равновесие, которое необходимо. Ну, он совершенно блестящим образом откатал короткую программу в Казани на домашнем этапе. Ну да, а на разминке же все вроде бы в порядке. На разминке, на вроде было разминке всё в порядке. плюс-минус, и мы зачастую говорим, да, что 6-минутная не является примером. Давайте послушаем. Не прояснил сейчас Глеб ситуацию. На мой взгляд, пока что в этом сезоне еще не в оптимальной форме находятся спортсмены. Если на своем первом этапе в Казани, как я в кулуарах говорил, что отскочил, повезло, потому что видно не такая стабильность на исполнении многооборотных прыжков. И вот тогда как-то все повезло спортсмену, все закончилось более-менее успешно. А вот здесь череда вот таких, казалось бы, непонятных, да, ошибок, но недокрученный тройной Просто аксель не у дотолкнулся. Глеба. Просто было настолько неудобно, что он уже пытался спасти его, но вот, к сожалению, И уже вот никак. здесь, А Миш. тройной сальхов настолько сильно был наклон вперед, и он встал, и прям видно было, как расстроился. Но вот все-таки у Алексея Николаевича Мишина в группе все спортсмены отличаются бойцовскими такими качествами. Характер показывают положительную сторону. И, естественно, желаем Глебу удачи в произвольной, потому что и в Казани, и короткое, и произвольное все было сделано классно. Ну вот чувствовалось какое-то действительно неудобство, и не только во время прыжкового контента, но еще и дорожки шагов. Прям постоянно он как будто обращался к конькам, что-то вот... Попробую узнать, до завтра узнаю. Ничего страшного. Все бывает. Пусть это будет здесь. И останется здесь. Да, и останется здесь. А на чемпионате России все-таки уже в оптимальной форме. За исполнение короткой программы И к победам. Глеб Лутфуллин по компонентам показывает на данный момент второй результат, обгоняя Дмитриева. Но из-за больших вычетов в технических элементах лишь третий, 70 баллов. Я же сразу сказал. На лед приглашается Евгений А вот и он, Семененко. Евгений Семененко. Еще один ученик Алексея и Татьяны Мишиных. Двукратный чемпион России. Цепкий, дерзкий спортсмен и артист. Вот круто, когда кто-либо так тщательно подходит к постановке. Эта программа на музыку Нирваны должна вас разорвать. I've
Вы знаете, первую половину программы хотелось повторять себе непонятно, зачем такая сложная музыкальная композиция. Но мне импонируют те спортсмены, которые не стоят на одном месте, а пробуют, пытаются прощупать новую почву. И нестандартная, да, музыкальная композиция для фигурно-катательного мира. Но мы прекрасно помним, как впервые Женя попробовал и показал номер в стиле кей-поп. Сейчас это Нирвана. Но главное, что было все сделано абсолютно тонко и в определенные акценты. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках ТЭП-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, ТЭП-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Очень действительно интересные музыкальные композиции выбрал в этом Ну, году. не стандарт, согласитесь. Вообще нестандартный, да. И, конечно же, неделю назад Евгений Семененко показал совершенно феноменальный какой-то прокат короткой программы. Сейчас были какие-то ошибочки, было тяжело, но хочется похвалить, боролся. И в плане хореографии сегодня было гораздо ярче. Ну вот даже вот смотрите, выезд, да, четверной сальто, тройной тулуп, сразу руки наверх. Я уже говорил не раз в эфирах, что специально вот так, поднимая руки, заставляют свой организм не клевать на выезде. И вновь то же самое движение. Но оно было органично встроено в программу. Трансформация с костюмом какая тоже необычная. И вообще Евгений такой очень яркий и необычный спортсмен, который вот демонстрирует, точно. Да, который демонстрирует каждый год что-то вот интересненькое, и за ним всегда интересно наблюдать. 2 турнира подряд оказалось все-таки, ну, пока по короткой, да, тяжелым испытанием для Евгения, потому что неделю назад в Москве все было почище, поаккуратнее, хотя там тоже ему приходилось цепкость проявлять. Просто с того света, да, прыжки. с того света, а здесь один прыжок все-таки, несмотря на то, что он очень в образе остался, да, на первом четверном, но было видно, что это ошибка. Но 92 балла на данный момент, и это лидирующая позиция. Вращениях на дорожке прям выявился. На лед приглашается Даниил Самсонов, Москва. Даниил Самсонов на льду. Теперь этот спортсмен тренируется в школе «Наши надежды» Татьяны Навко под руководством Светланы Соколовской. Пока тяжело входил в сезон, 7-е место в Красноярске без комплекта четверных. Его короткая программа называется «Краеугольный камень». Прям так и называется. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me by their line. My hope, 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 my hope, 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 hope. Friends I have met, lovers slept and wept. Promises to stay has never been kept. This bare truth of which both once shared, I hope you share. 'Cause I'll be lonely, alone in the books of my own. They claim to love me and be near me, but they're all lying. I've been lonely, alone
This is the place I now belong. It's my home, home, my home, 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 home. It's my home, 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 home. Даниил Самсонов вот прям рассказывал нам своим катанием какую-то очень важную вещь, что-то очень внутреннее, трогательное и значимое. Осталось только понять, что. Причем эта книга на какое-то время осталась под дождем. И очень многие страницы стерты. И вот из одного турнира в другом, обладая как бы этой историей книжной, да, литературным повествованием, умея делать абсолютно все, к сожалению, ну вот что не турнир, но какая-то нелепая ошибка, но и происходит. Ну что, для Даниила тройной аксель. Это как для меня уже одинарный. Ох, как красиво Алексей завернул. Но вот, к сожалению, начинаем эту книгу, как только вот ты погружаешься в это повествование, и вот на тебе, вот страницы вырваны или что-то, и вот так постоянно. Ну и тем не менее, все-таки Даня классный спортсмен, он действительно очень тонко чувствующий, с такой тонкой душевной организацией. Да, конечно, может быть, это не точно. Такое происходит на тренировках, и, естественно, это вот и вылезает на старте. Может быть, именно из-за тонкой душевной организации это и происходит? Очень может быть. Может быть, надо действительно немножко как-то пожестче быть, что ли, позлее немножко. Видим, конечно, что сейчас в Кисенкрае сидит Даня и прям сильно расстроенный. Вместе со Станиславом Захаровым, одним из тренеров группы Соколовской, они пересматривают повторы. Немножко переделали короткую программу. У него был заявлен четверной Луц, а сегодня сделал четверной Исаков и сделал довольно прилично. Но, да, вот, к сожалению, но без тройного акселя. Ну, во второй части Луц-Тулуп тоже все-таки поборолся. И вот вся программа была такими вот волнами. Где-то прям очень хорошо вот забирала, а где-то вот прям рассыпался. Ничего страшного. Такие моменты, они тоже важны. И это тоже нужно переживать и проживать, и идти дальше. Но опять же, он продолжал кататься вращение 4-го уровня, старался делать, включая заключительное вращение, на которое обычно ни у кого не хватает ни сил, ни времени. Уважаемый, не стоит давать себе вот эту какую-то слабинку или, знаете, а вот облегчать, сделать более легким свой контент. Нет, идти всегда на максимум. И, Миша, ты мне подтвердишь это слово. Как только ты даешь себе возможность где-то чуть-чуть дать вот эту слабинку, у тебя более простые вещи начинают. Алексей, здесь все индивидуально, вообще все. Поэтому мы не можем утверждать наверняка. Третий результат по компонентам, 4-й по элементам, и он на 4-м месте. Настал черед Петра Гуменника, будущего участника Олимпиады в Италии, куда он прошел отбор. Рассказывать о Петре можно бесконечно. От прыжков и результатов до балета и фортепиано. Но красноречивее тысячи слов будет его чистое катание сегодня. Парфюмер. И ни слова более.
Есть ситуации в жизни, когда не хочется ничего говорить, а хочется просто даже выключить всех нас, поставить пленку на перемотку и еще раз посмотреть этот прокат. На мой взгляд, то, что сейчас было продемонстрировано Петей, это заявка на олимпийский пьедестал. Не больше, не меньше, но это абсолютно все на высочайшие уровни. Четвертые, будь то дорожка шагов, вращательные элементы и абсолютно, даже и можно не пересматривать прыжки, абсолютно докрученные прыжковые элементы. Все. Точка. Здорово. Петя откатался сегодня вот просто на одном дыхании. Как он умеет, как он может, как мы его любим. Нормально. Это было фантастически. Это было вкусно и точка. Однозначно. Какой замечательный прокат. И замечательный плакат от болельщицы, что мы действительно верим в Петину стратегию. И шаг за шагом они со своим тренером Вероникой Дайнеко подходят к главным стартам сезона, Олимпийским играм. И сейчас четверной флип. На грани, конечно. Но это если только вот совсем очень сильно и жестко придираться. А четверной луц какой высоченный был. Шикарный прыжок. А как он играет с ребрами, как бы вроде наружнее, внутренне наружнее. И все-таки с наружнего. Ай, счастье, счастье. Как приятно порадовать тренера таким блестящим прыжком. И во второй части тройной аксель тоже без каких-либо вопросов. Вот Василий меня как раз во время проката спросил, а почему так долго готовиться? А перед акселем все-таки необходимо сделать паузу, чтобы не сорвать этот прыжок, потому что он вроде бы легкий, но в то же время и очень коварный. Потому что вот предыдущий участник, Даня Самсонов, он просто пролетел мимо. Самое главное из образа не выходить, пока готовишься к акселю. Образа, и для тех, кто смотрел эту ленту, да, парфюмерную, здесь прямо, ну, во всем, он, ну, прям настолько схоже и профессионально. И он на 11 баллов опережает Евгения Семененко по технической оценке и на 13 в общей сложности. И занимает первое место на данный момент с результатом 105 баллов и 6 сотых. А впереди катание еще двух спортсменов. На лед приглашается Никита Сарновский, Москва. Победитель юниорского финала Гран-при прошедшего сезона Никита Сарновский теперь катается по-взрослому. Still Loving You в русском кавере дает полет, размах. Четверной Сальхов может все изменить по сравнению с предыдущим московским этапом. I will
I'm still loving you. Замечательный, конечно, фигурист. Никита прекрасный, очень здорово катается. И когда получается у него прыжки, делает он их, ну, в великолепнейшем стиле. Но мы так на московском этапе подумали, что его немножко прибило кататься после Марка Кондратюка, потому что на трибунах было сущее сумасшествие. Здесь после Петра Гуменника. Но, наверное, все-таки не в этом дело, может быть, в том числе. Ну чего, вроде уже в нормальном состоянии выезжал. Сегодня, на самом деле, он вышел, и по взгляду уже было видно, что он чувствует себя гораздо увереннее, чем в Москве. А где Сальков? Да, к сожалению, Сальков сегодня не получился. Ни здесь, ни в Омске. Сальков сел в Тюмени, да. Да, вот правильно Евгений Викторович говорит, не доехал Сальков. Поясни. Поторопился и слишком рано пошел верхней частью в прыжок, а низ не успел. Это то, что я пытался начать это объяснение. Это когда, например, ты запрыгиваешь с двух ног на стул. И условно, если твое тело сидит над ногами, то, соответственно, и прыжок получится комфортным. А если ты нагнулся очень сильно вперед, но совершаешь тот же самый прыжок, ты понимаешь, что ноги-то приземлятся, а корпус-то потянет тебя вперед. То же самое здесь. На всех прыжках очень важно, чтобы корпус был над ногами, особенно над отталкивающий, иначе тебя потом будут разрывать в полете. Да, и тогда придется спасать уже прыжки. Совершенно феноменальный 4.3 тулуп, которым как раз Никита нам запомнился еще с московского этапа. И тройной аксель с кораблика замечательно. Не, у Никиты такое ощущение, что все на максимум на 5-ю скорость могут выжать, а Никита, у него есть какой-то турбо-кнопка, и он выжимает еще дополнительную скорость. Ну, правда, на таких скоростях здесь носился. Просто как такой по-бешеному заведенный спортсмен. И действительно, правильно ты, Вася, говоришь, а когда прыжки у него есть, они не могут не запомниться из-за пролетности, высоты, а все почему-то просто такая феноменальная скорость. И вот в самом конце программы... Правда, я такого давно не видел. Видим, конечно, что есть маленькое такое недовольство, но еще произвольная программа. Ну и давайте, мы уже говорили много плюсов, хочется отметить, что немножко условно зацементирован верх тела, хочется больше движений, больше использования корпуса. Но он еще молодой спортсмен, у него еще все впереди. 5-й результат. 77 баллов. Проигрывает и по технике, и по компонентам Арсению Дмитриеву. На лед приглашается Владислав Дикиджи, Санкт-Петербург. И сам он очень техничный, и короткая программа у него про космос. Это Владислав Дикиджи. Самая сложная последовательность сегодня. Четверной лут с тройным тулупом и четверной флип. Ждем с нетерпением. Ну, про перчатку с Гагариным вы все уже знаете, но ведь есть еще шнурки, от затяжки которых зависит многое. Вся жизнь — баланс.
Владислав Дикиджи. Неожиданно, и мы вот обсуждаем, а что делать в этот момент спортсмену, когда, Ничего. если он делает бабочку, то он не получает, ну, вообще ничего. Грубо говоря, с тройного бы упал, и то получил бы хоть что-нибудь. Условные решения принимаются в голове на интуитивном каком-то фоне до захода, ну, во время захода. Но когда уже, вот мы с Мишей тут приглянулись, когда бабочка уже все, ты не можешь из бабочки этот элемент превратить в тройной, чтобы хоть какие-то баллы получить. А здесь мы посчитали сразу, ну, плюс-минус 11, 12, 13 баллов потеряно на четверном прыжке. Катастрофа. Ну нет, Ну, нет. что-то вы прям слишком сильно Нет, всё это катастрофа в данный катастрофизируете. момент, я уверен, что для Олега и для Влада, потому что каждый турнир — это действительно та площадка, где ты должен доказывать свое преимущество. Но вот сейчас не понимает, почему. Мы тоже не понимаем. Ну, очень стабильный спортсмен. Мы это всегда наблюдали. Мы наблюдали еще за тем, что хореографическая составляющая хотела бы улучшаться, Алексей, мы и работаем над этим. приближаться, я знаю, Работаем. видно, и приближаться к стабильности, которой владеет Влад. Действительно, что произошло, ну, потом будут разбираться. Замечательный совершенно каскад. Четверной луп с тройным тулупом. А что было во флипе? Да. Я предполагаю, тело было готово, а головой он немножечко не успел подготовиться, поторопился и вот, к сожалению, сорвал. Где Влад выступал до этого? В Казани? В Казани. В Казани. Да. Я помню, он говорил в интервью, что там площадка чуть меньше, чуть уже, и ему было неудобно делать флип. Здесь в Омске вроде бы более-менее плюс-минус Они все стандартно. равно немножко поменяли заход. И, кстати говоря, он прыгал вдоль короткого борта на длинный. Прямо Это тоже прямиком может на быть длинный борт. таким психологическим барьером. Поэтому сегодня так. Ничего страшного. Он еще и Завтра все будет нормально. Он еще и про шнурки говорил, что слишком перетянул ноги в Казани. А сейчас, может быть, по твоему совету взял и ослабил. И прыжок пропал. Жалко, потому что действительно космос не только здесь звучал, но и мы наблюдали космос во время 6-минутной разминки. Но, к сожалению, так, ну, еще поборемся. Еще поборемся, да. Отстает на 21 балл он от Петра Гуменника, на 8 баллов от Евгения Семененко. Занимает третью строчку, и соревнования у мужчин закончены. Ну, сегодняшние произвольные программы дают нам, во-первых, почву для того, чтобы обсудить. Ой, простите, короткие программы дают нам почву для того, чтобы обсудить, еще раз проанализировать и насладиться завтрашней борьбой. Да, я понимаю, что разрыв, конечно, между первым и третьим местом, оно колоссально, но вновь повторюсь, да, это лед скользкий, и фигурное катание такой вид спорта, что все может произойти, и кто знает. Выигрывать соревнования двумя программами. Двумя программами, да. Давайте Но будет пообщаемся очень интересно. с Петром Гуменником. Уже... С Петром Первым на данный момент. Окей, окей. Евгения Медведева и Максим Троньков уже готовы интервьюировать. Мы вновь приветствуем вас в Омске, где проходит заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках. И только что завершились короткие программы у мужчин. И уверенную победу одержал Петр Гуменник. Петь, ну, расскажи о своих первых эмоциях. Как тебе прокат? Что сказал тренер? Тренер был мной доволен, сказал, что у меня почти все получилось. Вот хореограф предложил мне в своей стратегии учесть то, что при чистом прокате я, оказывается, могу набирать много баллов, и посоветовал мне катать чисто. А хореограф какой? Николай Морошкин или хореограф-постановщик Даниил Глихенгаус? Николай Юрьевич, который со мной на тренировках занимается. Ну вот ты сказал, что тренер сказал, что почти все получилось. Почти все, это значит, что-то все-таки не получилось. Но, как мне показалось, по сравнению с Москвой, получилось намного больше. Вот поделись, возможно, какие-то недочеты, которые мы не заметили. Ну, я сам еще не понял, может быть, это был такой сарказм, вот, потому что... Чтобы не расслаблялся просто. Да, потому что вроде как по первым ощущениям и правда все получилось. Единственное, что, возможно, я хотел еще
на корабле подольше постоять. Но меня уже начало во вращение вносить. Но, возможно, это даже никто не заметил. Не знаю. Как выглядела твоя подготовка к этому этапу после Москвы? Прошло совсем немного времени. Вот расскажи, как у тебя настолько быстро получилось скатать эту короткую программу совершенно по-другому? Уже и баллы другие, видно, что более уверенный выходил, хотя всего неделя прошла. Что произошло? Что ты ел на завтрак? Ну, знаете, достаточно просто прыгнуть луц, чтобы программа смотрелась уже по-другому, потому что чистый прокат всегда выглядит по-другому, и даже если ты по второй оценке делаешь более-менее одинаково, то при чистом прокате тебя ничего не отвлекает от просмотра, никакие падения не сбивают, и все это кажется более цельной и хорошей программой. Но времени действительно было очень мало, и мы с тренером обсуждали, как мне лучше потренироваться. Вот думали, может быть, 3 дня у меня получится в Питере полноценных провести, но тогда не получилось бы отдохнуть, поэтому удалось вместить только 2 дня. Я в понедельник отдохнул, во вторник и в среду хорошо потренировался, во вторник даже на 3 тренировки вышел. Вот, в четверг опять отдохнул и поехал уже сюда. Ты сегодня, в отличие от твоих главных конкурентов, единственный откатал чисто свою короткую программу, можно сказать, безупречно. У тебя довольно солидный отрыв, там порядка 15-14 баллов. Планируешь ли ты как-то, может быть, облегчить свою произвольную программу, может быть, выкинуть какой-то из ультраси, чтобы уже уверенно занять первую строчку и лишний раз не рисковать? Или все-таки пойдешь по максимуму, чтобы репетировать пятиквадку свою и дальше? Я думаю, что такой запас как раз дает мне возможность, шанс попробовать опять пятиквадку, потому что если бы как раз я шел впритык, я бы, наверное, ради баллов мог бы еще постараться сделать там 4 четверных, как, например, на финале Гран-при в прошлом году, но максимально чисто. Сейчас, мне кажется, даже, несмотря на баллы, мне все равно нужно тренировать олимпийскую произвольную, и если облегчать, то только уже в феврале ее. Что тебя еще спросить? Не могу не спросить про прическу. Ты очень проработал образ. У тебя теперь какая-то ленточка там даже вплетена. Чья это идея и как ты к этому пришел? Ленточку мне швея дала вместе с костюмом. Вот, я не знал, куда ее приделать. Вот, пришел к визажисту или стилисту по волосам, Карине. Она со мной на все соревнования ездит и помогает мне делать эти вот сложные, красивые прически. Вот для парфюмера даже специально сделали чуть-чуть такую необычную, немного растрепанную, потому что я парень. Добавили воздушности, это называется. Можно, наверное, и так сказать. А на Олимпийских играх сам причесываться будешь? На Олимпийских Только играх... не говори, что перед Олимпиадой ты пострижешься. Твои фанаты этого не выдержат. Нет, стричься я не буду. Это записано Меня обещали на видео. научить, как самому можно сделать. Конечно, такое я не сделаю, но что-то более-менее аккуратное я попробую научиться делать. Ну что ж, а мы тогда просто отпустим тебя уже восстанавливаться после произвольной программы. Тебе есть что обсудить с твоим тренерским штабом. Ну а мы, Евгения, представляй, что будет дальше. Нас ждет наивлекательнейший разговор по итогам короткой программы мужчин с нашей гостьей Аней Щербаковой. Аня, приходи. Петю мы благодарим и Всем ждем спасибо. к нам Анну Щербакову. Ань, добро пожаловать. Расскажи нам, что тебя удивило, может быть, сегодня в соревнованиях мужчин-одиночков? Наверное, это не столько удивление, сколько просто радость. Конечно же, очень порадовал Петр Гуменник своим прокатом короткой программы. Все мы пристально следим за этой подготовкой к Олимпийским играм. Очень много всего нагнетается, я думаю, со стороны. И очень радует, что Петя справляется с этим давлением. И идут они четко по своему плану, как он говорил. До этого сбрасывали форму. Сейчас не ждали каких-то прям резких изменений, потому что буквально неделя прошла с предыдущего этапа в Москве. Но очень радует, что получился такой большой прогресс и получился самый сложный набор в короткой программе. Флип-тулуп, лутс, тройной аксель. Это серьезно. И сегодня мне кажется, что Петя сразу выходил с таким очень уверенным настроем и очень хорошо преподносил свою программу.
А помимо Пети тебе, может быть, кто-то запомнился? Сегодня не у всех ребят все получилось, и я так, это как плохой полицейский сегодня буду. И у Глеба Лутфуллина сегодня прям совсем не пошел прокат. Влад Дикиджи, мы очень привыкли уже давно к его хорошим прокатам, к достаточно стабильным. Да, бывали помарки, но таких прям ярких ошибок мы за ним не видели давно. Сегодня многое не получилось, низкие баллы, низкие оценки. Вот как ты думаешь, что вот с ребятами пошло в этот момент не так? Да, у Пети, по сути, единственный чистый прокат из тех ребят, кто претендовали на лидерство и готовы были составить конкуренцию, остальные все с ошибками. Но очень достойный прокат был у Жени Семененко. Просто в Москве он сразу так ярко вошел в сезон, и мы уже начали забывать, мне кажется, что у него была травма, что он не так давно еще только входит в форму. И, наверное, да, такие ошибки случаются, это нормально. Но, несмотря на то, что на первом прыжке был степ-аут, он дальше снова проявил свой бойцовский характер, спортивный характер, сделал каскад и тройной аксель, и вновь, я думаю, порадовал своей программой, очень яркой, и которую явно он хорошо чувствует, хорошо передает на льду. Глеб Лутфуллин, да, сегодня, конечно, совсем не получилось, все 3 прыжка были сделаны с довольно грубыми ошибками. Ну, хочется верить, что это не будет какой-то тенденцией, потому что Глеб довольно стабильно выступает обычно, что просто не его день, встал не с той ноги, и что завтра он покажет, что это была случайность. И надеемся, что никаких серьезных проблем нет. Влад Дикиджи, да, приучил нас к чистым прокатам, к стабильности, но все мы люди, мне кажется, что тоже ошибки случаются. Каскад Лутстул был, тройной аксель был, флип. Может быть, я подумала, что некоторые сомнения появились из-за того, что неясное ребро было на флипе на прошлом старте. Может быть, старался как-то контролировать из-за этого. Он как будто бы в ногу не попал. Прям вот поставил выглядело, и совсем да, на отталкивание было прям даже неудобно смотреть. Да, мимо прыжка. То есть это момент не психологический, а мне кажется, именно чисто техническая была ошибка. Такое бывает. А могло ли быть так, что после высоких оценок за 100 баллов у Пети Гуменника Влад немножко мог заволноваться? Ведь он, в принципе, наверное, в прошлом сезоне только набирал подобную сумму. В Казани у него оценка была гораздо ниже. Я в это не очень верю. Мне кажется, что, в принципе, в спорте такое бывает, да, что услышал оценки предыдущего спортсмена, и это какой-то дополнительный груз ответственности. Но мне кажется, что Влад уже не один сезон нам демонстрировал, что он готов в самой ожесточенной борьбе показывать полную хладнокровность, стабильные чистые прокаты, и что как раз на него это не влияет. Я уверена, что здесь исключительно техническая ошибка, и не было каких-то психологических моментов. Твои ожидания от завтрашней произвольной программы мужчин? За кем будешь более пристально следить? Ну, помимо Петра Гуменника, конечно же. Я вот лично за Женю Семененко буду очень болеть, потому что парень действительно вышел и после травмы выходит, борется, да, какие-то ошибки, но при этом он не бросает программу. То есть это вот самое главное для меня, именно как для зрителя. Несмотря на помарки и ошибки, он продолжает бороться и за контент, и за эмоциональную часть. Да, безусловно, мы будем следить и болеть за Петю Гуменника, но хочется, чтобы смогли навязать ему конкуренцию и остальные парни, несмотря на большой отрыв, конечно, который у Пети есть. Будем, безусловно, болеть за чистые прокаты и Жени Семененко, и Влада Дикиджи. Пожелаем Глебу Лутфуллину вернуться в эту борьбу и постараться выкарабкаться поближе к пьедесталу. И, конечно, Андрей Мазалев сегодня показал тоже достойное катание и оказался близко к тройке. Будем следить и болеть за ребят, и пожелаем, конечно, всем чистых прокатов. Ну, Андрей Мазалев — это вообще отдельная песня, потому что второй сезон подряд он в прошлом году на 2 этапах Гран-при России занимал 4-е место. В этом году уже на своем первом этапе опять 4-й, и сегодня он опять 4-й. Что это за заколдованное место для Андрея Мазалева? Я ответ дать точно не могу. Может быть, у вас есть какие-то мысли? Ну, здесь очень сильный состав, поэтому, конечно, я думаю, что, честно говоря, тяжело ему будет побороться за тройку на этом турнире. Только, я думаю, при ошибках тех, кто сейчас находится в тройке, но это не отменяет того, что нужно показывать чистое катание, все то, на что он сейчас способен на данный момент, а дальше уже, как мы любим говорить, решение за судьями. Да, действительно,
Остается только желать удачи и чистых прокатов нашим ребятам. Ане, большое спасибо за этот разбор короткой программы у мужчин. Как всегда, очень информативно, все по делу. Мы с Евгенией еще остаемся с вами обязательно. Совсем скоро на лед выйдут спортивные пары, моя родная дисциплина. Я обязательно для вас вместе с Василием Соловьевым прокомментирую катание наших пар. Мишин и Галямов должны реабилитироваться после провала в Казани. Будет точно интересно. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь, смотрите фигурное катание на Первом канале. Их победа из 8 турниров прервалась в Казани. На этапе Гран-при ИДЕЛЬ 2025 из-за досадных ошибок в произвольной программе случилось серебро. Бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, трехкратные чемпионы России в короткой программе выступают под музыку из оперы Джузеппе Верди «Травиата». Произвольно Мишин и Галямов вернулись в капитан Элвиса Пресли, но уже в обновленных костюмах. Анастасия является поклонницей театрального искусства. Она окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Александр – футбольный болельщик со стажем. Не только смотрит матчи, но и сам играет на любительском поле. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгений. В новом соревновательном цикле представляют Академию фигурного катания Татьяны Навки, где тренируются под руководством чемпионов мира и Европы Марии Петровой и Алексея Тихонова. В предыдущем сезоне Анастасия и Дмитрий дважды становились серебряными призерами этапов Гран-при. На чемпионате России и в финале Гран-при были четвертыми. Их новая короткая программа поставлена под кавер на кубинскую песню «Бессана Муч». А главной темой произвольной программы выбрана композиция «Ван Гог», посвященная жизни и творческому пути великого живописца. Дизайн костюмов навеян всемирно известной картиной художника «Звездная ночь». На стартовом этапе Гран-при в Магнитогорске Мухартова и Евгений одержали дебютную победу. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко пропустили весь предыдущий сезон из-за травмы партнерши. Екатерина родом из Перми, Матвей из Свердловской области стали в пару 5 лет назад в большой тренировочной группе Павловской Сарины. В юниорский период карьеры были безоговорочно сильнейшими. В свой дебютный взрослый сезон 2023-2024 Чекмарева и Янченко ворвались в яркие кометы, завоевав в жесткой конкуренции серебро на Гран-при в Казани и бронзу личным рекордом по сумме баллов на чемпионате России. Короткая программа Екатерины и Матвея поставлена под песню «Бум-бум» в исполнении Two Way и Фри Брайанта, произвольная композиции музыкального проекта Power House. На этапе Гран-при в Красноярске фигуристы заняли 3-е место. Таисия Щербинина, Артем Петров. Таисия Щербинина, Артем Петров. Молодой дуэт из пермской группы Павла Скуцаренко, который дебютировал в этом сезоне на взрослом уровне. Еще 3 года назад Таисия выступала в одиночном катании и давала определенные надежды. Была серебряным призером российско-китайских молодежных игр. В январе 2025 стала победителем тех же соревнований, но уже среди спортивных фанов. Карьерный путь Артема не менее затейливый. Спортсмен дважды пытался переквалифицироваться из одиночников парника, но возвращался в сольные выступления. Пока судьба не свела его на берега Камы с Таисией. В короткой программе катаются полковник сонату Григория Ван Бетховена в прочтении коллектива Wall of Noise. В качестве музыкального сопровождения для произвольной программы выбран кавер Still Loving You культовой группы «Скотч». На турнире в Красноярске 2025 Щербинин и Петров получили серебро. Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях. Ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе ВИК. Ростелеком. Технологии возможностей.
сила создает невозможное. Эмоции остаются в памяти. Совершенство наполняет гордостью страну, над которой никогда не заходит солнце. Тербанк – спонсор фигурного катания. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спорта. Ростикс. Настроение есть. Привет, я Женя Медведева. Фигурное катание научило меня двигаться вперед и не сдаваться. Именно так достигаются настоящие победы. Теперь и ты можешь стать частью большого спорта. Вступай в команду вместе с Фондетом. Где туда Спасибо, что проводил. Чай? Чай. У меня есть китайский зеленый с черным с травами, лун, под раскладом, самоведущий, омолаживающий, кефир, возбуждающий. И больше ничего? Больше мы пока не готовы. Может, повтори? 5 минут, я готов. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она, земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественниктв.рф. Если вы есть, будьте первым. Первым, кем вы были. Из песен лучшие песни. Из книг настоящие книги. И вы трусливых не слушаете. Вы экспектуете как пену. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Добрый G-Drive раскрывает потенциал двигателей тех, кто стремится быть первым. Испытано в гоночных условиях. G-Drive. Будь первым. Добрый вечер, уважаемые зрители, любители спорта. Приветствуем вас в Омске на G-Drive арене на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках Гран-при России «Сердце Сибири». Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке правительства Омской области. Через несколько минут мы начнем соревнования по короткой программе среди спортивных пар. Уважаемые зрители, просим вас не использовать вспышку при фото- и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед и напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Регина Трусова, Казань. Судейская бригада. Судья номер 1 Анастасия Ширяева, Москва. Судья номер 2 Светлана Кандыба, Москва. Судья номер 3 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург.
Судья номер 4 Алла Машкевич, Челябинск. Судья номер 5 Святослав Бабенко, Тверь. Судья номер 6 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 7 Юлия Соловьева, Томск. Техническая бригада. Технический контролер Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Технические специалисты Марина Австрийская, Москва. Александр Честных, Москва. Встречаем на льду участников первой группы. Анна Москалева, Артем Радзянов, Санкт-Петербург. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Дарья Андреева, Александр Акимов, Санкт-Петербург. Ева Хмелькова, Владислав Антонышев, Московская область. Разрешена разминка. Спортивные пары на льду. Заключительный вид на сегодня. Первый день турнира Гран-при России по фигурному катанию на коньках в Омске. Завершающий этап, где наконец-то определится все то, как спортсмены в начале сезона распределятся по дальнейшим турнирам. И самое главное — это посмотреть, кто в какой форме, кто с какой программой, кто в каком настроении, кто прогрессирует, кто, наоборот, с трудом справляется со своим состоянием по каким-либо физическим, психологическим, любым причинам. Мы с вами благодарные наблюдатели этого головокружительного процесса под названием фигурное катание. На комментаторской позиции Василий Соловьев и двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков. Привет! Здравствуй, Василий. Здравствуйте, дорогие телезрители, любители фигурного катания, парного в частности. Сегодня абсолютно точно должно быть интересно, потому что много, как и еще малоизвестных нам пар, которые только начинают свой путь на этапах Гран-при России, так и опытных спортсменов, таких как Мишин и Галямов, которых мы увидим уже во второй разминке. Откроет первую группу участников Анна Москалева и Артем Радзянов. Они представляют Санкт-Петербург. Это их, как это сказать, педагоги школы Тамары Москвиной, потому что их тренер Артур Минчук здесь не присутствует. Но вот Тамара Николаевна вместе с Николаем Морошкиным выводят спортсменов на лед. Такое напряженное расписание, что и не успеешь по всем турнирам прокатиться, что называется, потому что времени это занимает немало. День туда, день сюда, на путешествии, еще и, собственно, сами соревнования. Но хорошо, когда есть кому подменить. Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко. Дебютный сезон в фигурном катании. Они представляют группу известнейшего специалиста Нину Мозер. А тренируются у Виктории Шляховой и Рамиля Мехдиева. Но мы на этапах Нину Мозер пока не видели, да? Она не ездит по соревнованиям по Гран-при пока что. Ну, раньше ездила. Может быть, сейчас ей мало интересно стало ездить. Я не знаю, честно говоря. Нина Михайловна очень разносторонний человек, занимается всегда тысячей разных интересных дел, поэтому за всем уследить очень сложно. Вот Виктория Шляхова у бортика сопровождает эту пару. Это их наставник прямой. Дарья Андреева, Александр Акимов представляет Санкт-Петербург. И это группа Великовых. Василий и его бабушка Людмила. Единственную пару здесь представляет эта школа на этом турнире. Иногда по две у них пары. В прошлом сезоне серебряные призеры чемпионата Петербурга, участники чемпионата России, финала Гран-при.
в этом сезоне были третьими на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга. И, как вы помните, по нашим трансляциям в Красноярске были седьмыми. Что, конечно, пока далеко от идеала. Ну, надо сказать, что сложно, я бы даже сказал, сложнее других видов. Почему-то парники входят в этот сезон нынче. Почему Ну, так я хочу получается? сказать, Сложный что вид? войти уже давно пора, в этот сезон, потому что уже практически середина сезона, и не так много стартов осталось. Главный старт чемпионата России впереди, пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. Месяц до чемпионата России спортсмены уже должны быть во всеоружии, потому что уже нужно только оттачивать натренированное, чтобы на главном старте в календаре выглядеть на все 100, показать свой максимум, то, что натренировано. Поэтому я жду от этого этапа, что пары наконец-то меня, строгого комментатора, порадуют все-таки своим каким-то более стабильным катанием, что ли. Потому что пока, конечно, пары в этом сезоне скорее разочаровывают. Как никогда не делал вот этот вот молодой человек Алексей Тихонов, чемпион мира, чемпион Европы. Сейчас замечательный тренер. Которому аплодирует весь стадион. Лешин прищур, конечно, это всегда лучи любви, что называется. Но тренер, говорят, он все-таки строгий. Ева Хмелькова и Владислав Антонышев катаются под его руководством. Они представляют школу Татьяны Навка «Наши надежды». С этого сезона ребята тренируются у Маши Петровой, у Марии Петровой и Алексея Тихонова. Все-таки они тренеры. Мария. И дебютируют на взрослых соревнованиях. Ну и еще одна пара будет представлена этой тренерской семьей. Да уж. Потому что во второй разминке еще выйдет Настя Мухартова и Дмитрий Евгеньев, которые свой этап 1 гран-при уже выиграли в этом сезоне. Да, но это во второй группе участников. А что касается Евы и Владислава, то они, соответственно, были седьмыми в Магнитогорске. Но все те пары, которые представлены в этой группе, тем не менее, мы, во-первых, всем им желаем удачи, а во-вторых, прям искренне ждем, чтобы нас кто-то приятно удивлял, прежде всего, прыжковыми элементами, хоть это и парное катание, но у нас были прецеденты, да, когда турнир заканчивался тем, что ни одна пара не сделала чисто прыжковых элементов. Это во взрослом катании. Сегодня хотим, чтобы было чисто, эффектно, красиво, ну и чтобы у нас не было расхождений, особенно у тебя, Максим, в представлении об уровнях и оценках, которые заслужили спортсмены своим выступлением. Для исполнения короткой программы на лед приглашаются Анна Москалева, Артем Ученики Розанов, Артура Минчука из Санкт-Петербурга, Анна Москалева и Артем Родзянов. Из-за сложного расписания их персональный тренер сейчас не в Омске, но здесь их поддерживает руководитель школы Тамара Николаевна Москвина. Дебютанты взрослых соревнований катаются под пение Бруно Марса. Runaway Baby. В Красноярске были шестыми.
Открывает соревнования Анна Москалева и Артем Родзянов своим, к сожалению, не без приключений выступлением. Хотя такая видная пара, и, казалось бы, обычно-то у них с выбросами получше дело обстояло. Именно на них сегодня какой-то такой серьезный сбой. Да, действительно, когда программа начинается с такого неприятного падения для партнерши, дорогого стоит не просто продолжить, а еще и подняться. Тут Анна не только поднялась, еще и впоследствии довольно уверенно выполняла элементы вместе со своим партнером. То есть вопрос не столько в баллах, столько в том, что это как холодный душ, да? Ну, конечно, да, когда ты выходишь первым на лед, первым открываешь соревнования, это всегда очень волнительно. И, к сожалению, может быть, как раз с этим волнением мы не справились. Ребята, вот мы видим этот выброс флип, высокий, пролетный, хороший, но немножко такое жесткое приземление на прямую ногу. Впереди осталась партнерша, поэтому очень неприятное падение. Но впоследствии параллельный тройной сальхов был выполнен. Тодос назад, внутрь обязательный. Тодос для взрослых пар, да и юниоров тоже в этом году обязательный. Именно этот тодос. Разница с юниорами состоит только в том, что в произвольной программе у взрослых обязательно должен быть иной тодос выполнен, а юниоры могут выполнять тот же самый. Но ребята уже теперь взрослые, первый для них сезон, поэтому не будем их пока строго судить. Когда у тебя такой тренерский штаб, как Артур Минчук, которому большой привет в Санкт-Петербург передаю не только я, но уверен, и ребята. Тамара Николаевна Москвина, которая в Киссинг-Крае отсутствует, но с ребятами стояла у бортика. Наверное, побежала уже настраивать Анастасию Мишину и Александра Галямова. Ну, Тамара Николаевна сказала, что она не официальный тренер пары, поэтому она идет, занимается своими делами. Вывела, поддержала, и впереди много дел. Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко на льду. Это еще одни дебютанты взрослого сезона. В группе еще одного знаменитого тренера Нины Мозер. Они работают с Викторией Шляховой и Рамилем Мехдиевым. Были пятыми в Красноярске. Их музыка — это саундтрек из компьютерной игры и сериала «Ведьмак 3».
так вот эффектно завершается катание Валерия Хадыкина и Даниила Бутенко. И второй этап уже они в короткой программе очень чистое показывают катание. И в этом соревновании еще и, кажется, усилились и по уровням. Да, действительно, пара получилась очень интересная, самобытная. И классная короткая программа, она сразу же запомнилась зрителям, потому что удивительно, что раньше никто этот образ Ведьмака не переносил на лед, потому что для поп-культуры это очень известная и значимая такая и игра компьютерная, и сериал, который совсем недавно вышел. И книга, конечно же. Боялись. Очень много образов подобных используют, но вот ребята первые, молодцы, взяли. Я думаю, что приживется этот образ на льду, кто-нибудь точно подсмотрит. Потому что много интересных есть героев в этой саге. Еще же нужно, чтобы подходила эта программа ребятам. Ну, вот ребятам им очень подходит, и даже так внешне, можно сказать, подходит. Да, я об этом. Потому что и Геральт из Ривии, Ведьмак, и Йеннифер, в принципе, по крайней мере, в сериале вот примерно так по типажу и выглядели. Полотвы только не хватает Даниилу Бутенко. Хотя, может быть, где-нибудь стоит на парковке. Классно ребята катались. Отмечу, что для прыжкового элемента ребята выбрали не самый очевидный для парного катания. Это был Ридбергер. То есть тройной Ридбергер довольно дорогой элемент. Редко его ребята в парах прыгают. Но вот эти спортсмены не побоялись Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Запомним эту пару. Долго искал свою ту самую партнершу Даниил. Надеюсь, что нашел. Потому что кататься у них получается стабильно. И ребята улучшаются, прогрессируют. В Красноярске здорово выглядели. И вот сейчас здесь, в Омске, настоящие покорители Сибири. Всем привет. Поставили им 3-й уровень по дорожке, 4-й уровень завершающего вращения. Тодда с 3-го уровня. Так вот судьи оценили их выступление. Они набирают на 8 баллов больше, чем Москалёва и Родзянов. И на данный момент занимают первую строчку. На лед приглашаются Дарья Андреева. Группу Людмилы и Николая Великовых здесь представляют Дарья Андреева и Александр Акимов. Тоже выступали в Красноярске, были там 7-ми. Пение немецкого исполнителя Тома Гёбеля в качестве аккомпанемента их короткой программе. «Путь к триумфу через испытания». Об этом поется. Could I be someone I once was meant to be? Only someone I'd like myself to see. Now there's nothing, and nothing is all that's here to stay. Only moments, memories passed away. I was someone until the days where right went wrong. Now I'm no one, stripped from the place that I belong. As the time flows, it's harder to keep the pain inside. Hear the wind blow, nothing is left to hide. Show me the world I am craving. Fortunes unfurled, and I'm saving. I've waited too long
Дарья Андреева, Александр Акимов. Ну, не самая сложная программа, зато чисто и с душой они ее откатали. Молодцы. Ну, программа не то чтобы не самая сложная, программа классическая, скажем так, для парников. Ничем не удивляли. Никаких тройных ридбергеров мы здесь не увидели, но зато увидели четко выполненный тройной тулуп, который, кстати, на их первом этапе Гран-при не получился у партнерши, насколько я помню. А здесь справилась, то есть доработали они, видимо, этот элемент, наладили. И сегодня чистая короткая программа. Пусть выброс не с самым таким четким выездом и не с хорошим выкатом из него, но, тем не менее, на одну ногу поборолась Дарья и спасла этот элемент, с чем мы ее и поздравляем. Находит небольшой недокрут судьи на тройном тулупе, ставит напротив этого элемента в протоколе буковку «Q», что означает меньше четверти недокрут. И немножко он будет, конечно, этот элемент не так хорош, не так дорого стоить. Вот мы видим этот прыжок. У партнерш получается, да? Недокрут. Ну, я так думаю, что да. Подкрутка только второго уровня, но, тем не менее, хорошая, с хорошим выездом, довольно высокая. И вот тот самый выброс, про который я говорил, не без борьбы, но, тем не менее, на одну ногу, и все четко. Очень хорошо сделали поддержку пятой группы на 4-й уровень. 2 оборота на одной руке, партнерша в сложной позиции с хватом за конек. Смена положения тоже в сложную позицию. Интересный был такой переход в этой поддержке. Мне понравился. Ну и Тодос боролся. Саша, чтобы сделать 3 оборота. Но, тем не менее, Тодос вообще слетает на уровень 1. И старания, скажем так, не помогли Дарье и Александру, чтобы получить уровень выше. Уже второй сезон для ребят. Ребята опытные, поэтому удивляться чистой короткой программе в их случае точно не приходится. За исполнение короткой программы Дарья Андреева, Александр Акимов набирают 50. Они располагаются на данный момент на последней строчке с практически идентичным результатом с Анной Москалевой и Артемом Радзяновым. Две пары сегодня здесь представляет школу Татьяны Навка. Наши надежды, одна из них, замыкает первую группу участников. Ева Хмелькова и Владислав Антонышев. Их тренеры, чемпионы мира в парном катании Мария Петрова и Алексей Тихонов. Впервые во взрослый сезон выводят эту пару. Второй раз на этапе Гран-при. Израильская певица Ясмин Леви поет о счастье и любви. И все это в стиле горячего фламенко. I
Solo caminando en el camino de este mundo y no tengo más fuerza para luchar. Yo pensaba que amarte fue el remedio para el dolor, pero dolor se hizo grande, Maima. Te dejo para siempre, vida mía, no te olvides que soy hombre que existe para ti. Y el cante de mi vida te regalo para siempre hasta que llegue el día de morir. Ева Хмелькова, Владислав Антонышев. Красивая, безусловно, программа. Но вот второй старт. И все время что-то идет не так. То прыжок, то выброс. Что-то не получается. Но честно могу сказать, что ребята тоже прибавили по сравнению со своим предыдущим турниром, предыдущим гран-при, потому что там совсем развалились они в короткой программе. Здесь собрали то, что, в принципе, наверное, могли собрать, и сделали работу над ошибками вместе с своими тренерами. Это заметно. Но, тем не менее, конечно, в прыжок совсем партнерша не пошла, не вытолкнулась. И огромный недокрут на Ридбергере, больше полоборота. И, конечно же, последовало падение еще. Вот и вопрос к тебе после катания двух пар. Что ты предпочтешь? Чистое катание с тулупом или все-таки вот рисковка на Ридбергере? Я точно с тулупом предпочту, если меня сейчас выгнать на лед кататься. Нет, как наблюдатель, потому что Максим. Ридбергер я совсем не осилю. Наверное, уже никогда. О тулупе еще помечтать можно, но ребятам, видимо, удобно выполнять этот элемент. Если они идут на этот риск, значит, он оправдан, значит, на тренировках он получается. Вряд ли кто-то будет вставлять элемент, которого нет к себе в программу, которого нет в арсенале. По крайней мере, Леша Тихонов точно такого не допустит. Вот. И выброс был прекрасно сделан вот на наших экранах. Флип очень четко, с четким выездом. Не самый амплитудный, но, тем не менее, здорово сделанный. Поддержка тоже пятой группы, реверс так называемый. Одна из самых дорогих и сложных поддержек вообще в фигурном катании. Оценена она была 3-м уровнем сложности. Этим же уровнем был оценен вот этот тодос назад внутрь. Кто не знает, тодосы носят свое название по движению конька-партнерши. Если на внутреннем ребре и конек движется назад, то это назад внутрь. Если вперед, вперед внутрь. И также с наружными. Логично. Хотя суть точки, я не знаю, видно там или нет. За исполнение короткой программы Ева Хмелькова, Владислав Антонышев набирают 54. Ева Хмелькова и Владислав Антонышев набирают на 2 с лишним балла меньше, чем Андреев и Акимов. Оказываются на последней строчке. Все придет. Встречаем на льду участников второй группы. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Разрешена разминка.
4 пары из второй группы на льду. В парном катании мы сегодня смотрим короткие программы на Гран-при России в Омске. Заключительный этап. Откроет это катание 2 пермские пары. У каждой пары своя какая-то история, связанная, естественно, как с выступлениями на турнирах, так и с какими-то побочными событиями. В частности, Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков, которые будут кататься первыми в этой группе. Весь сезон предыдущий пропустили из-за травмы партнерши. Тренируются они у Павла Слюсаренко и Егора Закроева. Были чрезвычайно сильны в юниорском катании. Насколько вообще болезненно переход из юниорского катания во взрослое в парном? Ну, если говорить о международном уровне, то довольно болезненный, потому что лидеры редко сразу же становятся чемпионами во взрослом спорте. Все равно идет некая смена поколений. Да, может так повести, что ты где-то попадешь в такое безвременье, да, когда ушли какие-то лидеры, взрослые пары, и ты попадешь сразу же в топ. Там 6, и дальше будешь подниматься. Например, так повезло вот нашим парам и Байковой Козловскому, и Саше Галямову с Настей Мишиной, которые в этой разминке будут кататься. Буквально по пальцам одной руки можно перечислить пары, которые были чемпионами мира среди юниоров и стали чемпионами мира в том же составе во взрослых. Поэтому довольно болезненно. То, что касается внутренних соревнований, то это менее болезненно происходит. Все равно все понимают, кто лидер, за кем тянуться, понимают, как достигнуть того или иного лидера. Им возможно ли это, либо остается только ждать, пока он завершит свою карьеру, да? То есть, в принципе, внутри страны все это гораздо проще. Вторыми будут кататься Таисия Щербинина и Артем Петров. Это вторая пермская пара по списку, но не по значению. Вслед за ними Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Еще одна пара из группы Алексея Тихонова и Марии Петрова. На текущий сезон они работают с двукратными чемпионами мира в танцах на льду Альбиной Денковой и Максимом Ставицким. Ну и в качестве постановщика также с самим Алексеем Тихоновым. В Магнитогорске они были первыми. Это был их первый этап в этом сезоне. Да, здесь все пары в этой разминке собраны уже медалисты своих этапов Гран-при. Причем Мухартова и Евгеньев выиграли золото на своем первом этапе Гран-при. Щербинина и Петров имеют серебро. Чекмарева, Янченков бронзу. И Анастасия Мишина, Александр Галямов серебро в Казани. Для них не характерная, конечно, медаль, потому что 8 турниров не проигрывали они подряд. И вот оступились на 9-м в Казани. Ну, у них самая драматичная история, наверное, так как они все-таки лидеры, причем международного, в том числе калибра, спортсмены. Они бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы, трехкратные чемпионы России, но очень неприятно, это как синхронно выброс сейчас сделали. 2 пары прямо идеально, синхронно, одновременно выбросились. Но серьезная травма, конечно, подкосила подготовку к этому сезону. И очень медленно Анастасия и Александр в этот сезон входят. Ну, прям, я даже вот с трудом припоминаю, чтобы настолько тяжело одной из лидирующих пар было завершать свое выступление, произвольное катание на каком-либо турнире, пусть даже и в начале сезона. Прям совсем поздно начали, да, кататься, получается, перед турниром. Официально же нет какой-то информации такой? Ну, ребята ждали, пока Саша вылечит травму. Настя тренировалась, причем тренировалась здорово, прыгала отдельно тройные прыжки абсолютно все.
собирала и 3-3 каскад и так далее. То есть Настя более-менее еще, в принципе, в форме находилась. А Саша, конечно, пока восстанавливал сложный перелом, находился в гипсе. Потом восстановился, как он говорит, я полностью восстановился, можно об этом уже даже не разговаривать. То есть со мной все в порядке. Но все равно позже, чем обычно, начали подготовку к сезону. Не сказать, что убедительно выглядели на контрольных прокатах. Совсем не получилось выступить в Казани, причем ошибки были допущены и в короткой, и в произвольной программе, что для этой пары, ну, какой-то максимум, нехороший максимум, скажем так. Но я ребятам подходил после и как поддержал их, сказал, что не нужно расстраиваться, потому что у всех бывает, невозможно все время кататься чисто. Мы не роботы, мы все равно живые люди, множество факторов может повлиять, что где-то будет провал. Но главное, чтобы этот провал стал отправной точкой вновь к движению только наверх. Это правда, но тем более, что все-таки назовем это объективной причиной, да, травма. Так же, как и травма пары, которая сейчас выйдет на лед, потому что Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко тоже в очень сложной ситуации, пропустив целый сезон. Катя выросла из маленькой девочки в прекрасную девушку за это время. И пока вот у них только бронза, хотя они бронзовые призеры чемпионата России. Да. Позапрошлого года. Бронзовые призеры российского чемпионата Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. Вот на наших глазах и происходит это возвращение после травмы. Я имею в виду в ходе 2 этапов серии Гран-при. В Красноярске они тоже выиграли бронзу. Их программа «Бум-бум» Джона Ли Хукера в вариации «Цвай» дает неплохой драйв. Сергей Плишкин ставил эту программу. Boom, boom, boom. I'm gonna shoot you right down, right off of your feet. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Bang, 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 bang. Right off your feet. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Bang, 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 bang. Knock you off of your feet.
кои-то веки я вижу, как аплодирует Максим Троньков выступлению спортсменов. Это действительно было классно. И не верится, да, что это те же самые спортсмены, которые в Красноярске были подвержены эпидемии тодосов, разваливающихся сейчас в таком тонусе они находят. Не в тодосе, а в тонусе. Ну, там это скорее тодос, это скорее трагическая случайность. Потому понятно. что не тот элемент, на который стоит настолько обращать внимание и уделять, да, упали. Это скорее такая комически трагическая вещь. Они и там Да, катались здорово. трагическая Эта вишенка пара на торте. катается на невероятной скорости. У них невероятные амплитудные элементы. Будь то подкрутки, выбросы. Причем Катя сильно выросла. Ну, это просто другой человек. А Мотя как будто это и не заметил и продолжает куда-то в космос ее просто запускать на своих элементах. Они выглядят как танцевальная пара уже Да, давно, но они как пара спортивная. очень классная. Мотя вообще один из лучших партнеров в стране. Он живет на льду, когда он катается, он получает удовольствие, это видно. И радует он не только своих тренеров, Павла Сусаренко, Егора Закроева, которые сейчас встречают, поздравляют ребят с улыбкой, потому что действительно настоящий артист на льду и разносторонний развитый парень, и стихи пишет, и книги читает, и все подряд. Очень творческая личность. И Катя под стать ему хрупкая, красивая, утонченная, поэтому пара очень и очень хорошая. Получается, у нас в Перми бронзовый призер чемпионата России были, да, но и в этом сезоне готовы побороться, потому что с таким катанием можно замахнуться абсолютно спокойно на подиум. Да, они заняли 3-е место на своем первом этапе, но это были первые только соревнования для них. Сейчас мы видим, что гораздо увереннее уже себя чувствуют по крайней мере, в короткой программе ребята, и я их поздравляю их тренерский штаб. Есть очень интересная история у меня с Матвеем, потому что у нас есть фотография на Олимпиаде в Сочи, где он в команде Flower Kids, это дети, которые собирают цветы, игрушки со льда. И у меня с ним там есть фотография, где он стоит маленький мальчик, и уже вот такой взрослый молодой человек, состоявшийся парник. И уже впоследствии мы с ним еще раз сфотографировались. Это очень вот мило. такая преемственность. Да. Это очень мило. И они получают за свою короткую программу на 9 баллов больше, чем они получали в Красноярске. Ну, естественно, эти программы даже сравнивать нет никакого смысла. Все 4-е уровни, ну, правда, кроме подкрутки, и они впереди. На лед приглашаются Таисия Щербинина, Артем Еще один Петров. молодой дуэт из пермской группы Павла Слюсаренко. Тоже дебютанты. И переход во взрослое катание. Процесс непростой, но в Красноярске Таисия Щербинина и Артем Петров стали 2-ми. Гудящий Бетховен в их короткой программе, как отчаянная попытка достучаться до внутреннего уха сквозь столетия.
Таисия Щербинина, Артем Петров в своей короткой программе. Ну, здесь соревнования очень насыщенные, да, количество призеров большое, и здесь каждая ошибка на вес золота, поэтому будет... Количество потенциальных призеров ты имел в виду? Ну, нет, я имею в виду призеров предыдущих этапов. Да. Все же они И с эти ребята, медалями. между прочим, заняли на своем этапе второе место, обыграв Чикмареву и Янченкова. Вот. А сейчас все выглядит прям совсем по-другому, да? Да, Прошло сейчас... совсем немного времени. Сейчас абсолютно точно ребята местами поменяются, если не опустятся еще ниже Таисия Щербинина и Артем Петров. Увы и ах, сегодня, конечно, уже подкрутка была выполнена не так, как обычно ее ребята делают. Не так уверенно. Первый же элемент. Ну вот чем можно объяснить эту растерянность? Ну, наверное, можно и оценки предыдущих участников услышать, своих сокомандников. Вместе ребята тренируются. Обыграли их на своем первом этапе. Здесь увидели, что 75 баллов – это очень серьезная сумма. И вот мы видим, подкрутка уже так немножечко, как мне показалось, вот она хорошо сделана, но ребята еще лучше ее делают. И вот, конечно, вот эта ошибка вдвоем, падение и степ-аут – это очень грубая ошибка. При стоимости базовой 3,44 получат где-то балл 72 ребята за это и за этот элемент. Выброс падение. шикарно дальше. Причем видно было, как волнительно ребятам было. То есть и на подкрутке как-то неуверены в себе были. Прыжок сорвали. Потом очень долго подстраивались в переходе к выбросу. Но, тем не менее, выброс сделали выше всяких похвал. И дальше катались уже уверенно, здорово. И поддержка 4-го уровня. Ну, вот дорожка уровень 2, Тодос уровень 3, вращение уровень 4. То есть, в принципе, из того, что можно подтянуть, это дорожку шагов еще ребятам. Но это первый сезон по взрослым, поэтому пока просто наблюдаем и запоминаем ребят. Они уже много сделали в этом сезоне, выиграв серебро. И я думаю, что в произвольной тоже дадут бой лидирующей тройке. Хотя и тройка для них еще не закрыта. У нас впереди выступление еще 2 пар. Да. За исполнение короткой программы Таисия Щербинина, Артем Петров. На данный момент они оказываются на 3-й строчке, отставая от Хадыкина и Бутенко на 2 балла. Третье место. По компонентам они, кстати, на 2-м месте. На лед приглашаются Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, которые тренируются в группе Алексея Тихонова и Марии Петровой. Катаются под самую записываемую и самую исполняемую песню всех времен «Bésame mucho». Песня о поцелуях, которую Консуэла Веласкес написала в 16 лет. И сама потом признавалась в интервью, что до этого момента даже не целовалась, а песню написала. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy
Очень элегантно и хореографично заканчивается эта программа. Анастасии Мухартовой и Дмитрия Евгеньева. Ну, видны взаимоотношения, танец. Ну, это уже мастера своего дела. Ребята вообще, в принципе, очень много внимания уделяют своей хореографии, своей подаче в программах. Любят их зрители именно за это. Сегодня классно и мастерски катались, потому что очень сдержанная первая часть. Не выдавали, не выпрыгивали из штанов. Как бусы на ниточку нанизывали они каждый элемент. Сначала подкрутка, потом прыжок, потом выброс. И вот только после шикарно сделанного Ридбергера выброса ребята расслабились, отпустили себя и уже вторую часть выдали с максимальным набором эмоций. Мама, папа, тетя Оля, Жанночка. Дашуля. Подзажались чуть-чуть, говорит Дмитрий. То, что я буквально сейчас вам рассказываю. Что в начале программы было видно, что ребята сдержаны. Но на самом деле в короткой программе, в принципе, так и нужно. В принципе, нужно держать вот эту грань. В конце, на дорожке, вот это уже все эмоции нужно выплеснуть и сделать. Вот судьи под пересмотром подкрут изучали, и четвертый стоял уровень, поставили все-таки третий. А ты вот, я обратил внимание, переживал очень из-за Тодоса, но вроде бы техническая бригада его четвертым уровнем оценила. Да, просто очень строго судят сейчас судьи Тодос, и я думал, что у Димы была еще возможность, ну, четвертушечку посидеть. Вот, потому что он прям четко сделал 3 оборота, но судейская бригада, слава богу, поставила 4-й, потому что я бы тоже поставил 4-й, но я уже с оглядкой на предыдущие этапы считать начинаю гораздо позже. С запасом. Да. Вот что касается плюсов, надбавок за элемент, это только один элемент не получил надбавок. Это заключительное вращение, которым они подразошлись, но зато... Как будто подотпустили себя немножко в последнем элементе. Так делать не надо. Нужно все равно до конца работать. Алексей! Тем не менее, уровень четвертый удержали, докрутили. И для нас, для простых зрителей, эффектно закончили эту программу. Они набрали 69-91 балл и занимают второе место с отставанием примерно в 6 баллов от Чекмаревой и Янченкова. А публика потихоньку начинает заводить, поддерживать, нагнетать, я бы даже сказал, обстановку на стадионе вокруг выдающихся спортсменов Анастасии Мишиной, Александра Галямова. Они будут кататься под самую позитивную часть оперы «Травиата», застольную песню. Это тот самый момент, когда все проблемы должны остаться позади.
Ну, браво, браво с началом турнира и их. Анастасию Мишину и Александра Галямова поздравляем мы с Максимом Троньковым. Да, мы прекрасно понимаем, что это выдающиеся мастера, которые в то же время находятся в каком-то жизненном, да, процессе, жизненном цикле. И мы просто пристально наблюдаем за тем, как это все происходит и развивается. Да, ребята, конечно, показали класс, показали свою мастеровитость, опыт. Все 4-го уровня. Так катаются чемпионы. То есть не прыжковые элементы, не координационные. Все настолько сделаны четко и без вопросов, что нет ни одного пересмотра. Все 4-го уровня. Да, смотрят пока подкрутку между 3-м и 4-м уровнем. Все-таки уходит на 3-й. Но все остальное, в принципе, как мне кажется, было 4-го. Сейчас еще, конечно, посмотрят, посчитают все на вращениях, на тодосах. Но моему глазу не к чему было придраться. И единственное, могу еще отметить Сальхов параллельный, который не получился на первом этапе у Насти, был с ошибочкой выполнен. Здесь ее тоже очень сильно, как мы это называем, размотало в воздухе. Но вот за счет своего опыта, за счет того, что это все-таки железная Анастасия Мишина, которая стоит тогда, когда, в принципе, невозможно стоять. И сегодня она в очередной раз доказала, даже бровью не повела, четко приземлилась. И только такие придирчивые и скрупулезно смотрящие фигурное катание парники, как я, могли заметить, насколько тяжело в этом элементе Анастасии было себя ощущать. Прекрасный выброс. И вот он, этот Сальхов. Прям било в воздухе, видите? Да, и приземление видно, что такое было. Уже в замедленном только повторе. А вживую все казалось легко и непринужденно. Браво, ребята. Я поспешу к ним. Кстати, подкрутку им повышают до 4-го уровня, что абсолютно правильно, да, по моему мнению. И побегу брать интервью у ребят. Передай привет. Василий закончит уже без меня этот прекрасный день и праздник спорта. Что касается Сальхова, то они просто не такие большие плюсы получают именно за этот элемент по сравнению с остальными. Здесь всего лишь полбалла. Плюса за другие элементы 1,5-2 почти балла в плюсе, включая и тодос, и подкрутку, и дорожку шагов тоже 4-го уровня. Большие молодцы. Но за небольшое расхождение в параллельном вращении тоже не самый высокий балл в плюс, но уровень соблюден. И, конечно же, они набирают много. По компонентам они на балл обходят Екатерину Чекмареву, Матвея Янченкова. По элементам проигрывают полбалла. Но оказывается впереди с преимуществом примерно в 0,7. Результаты на ваших экранах. Анастасия Мишина, Александр Галямов впереди. Чекмарева, Янченков вплотную вслед за ними. И Мухартова, Евгеньев на 3-м месте, сохраняя шансы на различные исходы завтрашних соревнований в произвольной программе, за которой мы с вами будем следить на Первом канале вживую. Ну и если вы в Омске, приходите, конечно же, сюда, потому что атмосфера здесь на стадионе потрясающая. А тем временем в Кисенкрай заключительное интервью сегодняшнего дня с лидерами парного катания. Долгий день на финальном этапе Гран-при России в Омске подошел к концу. Блестящим прокатом наших чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галямова. Ребята, расскажите, как вам сегодня было кататься? Долгим ли был для вас этот день? Таким же, как для нас? Или, может быть, чуть покороче? Ну нет, не особо долгий. Ну что, тренировки были поздние, соответственно, проснуться можно было попозже. И все как-то быстро за сегодня произошло. И ну, хороший рабочий прокат. Есть, конечно, куда лучше, есть некоторые нюансы, но потихоньку идем к тому, чтобы выйти на пик формы.
Было ощущение, что немного сегодня осторожничали, да? Все-таки соревнования в Казани не совсем все удалось. Как сегодня, с каким настроем выходили? И вообще за этот достаточно небольшой период времени какие сделали выводы и над чем больше работали? Над физикой, над ментальной составляющей? Вот поделитесь вашей работой. Я бы не сказала, что мы сегодня осторожничали, наоборот, старались выйти со спокойствием и показать больше эмоций, например, чем в Казани. Вот. Да, действительно, у нас было немного времени поработать после нашего первого этапа. И в первую очередь мы работали над теми элементами, которые не получились. И также думали, как себя настроить вообще на соревнования, чтобы таких провалов больше не было. Как? Что-то новое сегодня для себя привнесли в подготовку именно для выхода на старт? Все-таки здесь, ну если из нового, то вот здесь, например, нестандартная арена. Она такое ощущение, будто еще чуть-чуть поменьше, чем в Казани. И приходилось привыкать как раз на тренировках, брать конусы, кататься именно с ними, чтобы ширина площадки была 26 метров. Поменьше именно уже? Уже, да, конечно. Я помню, все в Казани жаловались, что очень было неудобно. Но и то, она была 28 метров, скорее всего, а тут она еще меньше. То есть пришлось все-таки это злополучный Сальхов подстраивать под размер еще раз и еще компактнее его делать? Да, все-таки из-за того, что уже, и, соответственно, сам ракурс прыжка, въезда очень влияет с заходом, поэтому нужно было, да, перестраиваться. Настя, я думаю, что ты прежде всего перестроилась, потому что Сальхов у тебя опять был на грани. Я прям испугался за этот элемент, потому что на разминке все здорово получалось, потому что в Казани и на разминке были проблемы. А тут разминка шикарная, и тебя так било в воздухе, как... Ну, я это заметил, и это на повторе на замедленном тоже видно. Но, тем не менее, вернулась железная Настя, которая никогда не падает, и вытащила этот элемент. Что все-таки с Сальховым? На самом деле на стандартной арене все всегда прекрасно. Даже с конусами мы катаемся, все отлично. Но я не знаю, видимо, борт на меня давит. В общем, надо бы его подвинуть. Хорошо, обязательно поговорю, может быть, кто-то завтра специально такую... кусочек отгородит специально, чтобы у тебя все-таки он получался и не занимал столько сил, сколько сегодня он у тебя вызвал столько проблем. Хотя это не видно было в динамике, это только мог увидеть человек, который хорошо понимает фигурное катание. Только Максим Троньков мог увидеть. Евгения Медведева. Я думаю, что любой фигурист бы это заметил и отметил, насколько Настя спасла здорово этот элемент, даже не показала, что там какая-то была проблема. Все остальные элементы 4-го уровня, все как обычно, все здорово. Может быть, где-то еще в программе было какое-то напряжение, или уже после прыжка отпустила и все делали как привычно, как машины Мишина и Галямов? Я бы сказала, что в этом году очень сильно начали обращать внимание на дорожки. Именно вот техническая часть дорожки. Много у кого 3-й уровни, 2-е, поэтому вот самый напряженный элемент для меня — это дорожка. Да, мы как раз получили в Казани 3-й уровень из-за того, что я не очень хорошо сделал парный блок, и приходилось что парные, что параллельные блоки именно выкатывать, чтобы там через пятку не было поворотов, чтобы они с одной дуги на другую были. Ну, кто трудится, тот потом и пожинает плоды своего труда. Сегодня 4-й уровень, с чем я вас и поздравляю. 76 баллов. Правильно вы набрали? Просто я пока бежал от комментаторской, не заметил. Я тоже. Мне кажется, 76, да. 76-64 вы сегодня получили. Хорошая это оценка для вас или нужно стремиться к большему? Очень сложно сравнивать, потому что в этом году у всех оценки немножко ниже. Такая тенденция пошла в этом сезоне. В том сезоне у нас было 82, 83, но мы эти оценки не сравниваем с прошлым сезоном. Будем смотреть по ходу сезона уже этого. Но главное улучшаться и улучшаться и улучшаться. Пока поступательное движение вверх есть. По сравнению с Казанью уже season best у вас. И, в принципе, можно вас поздравить и сказать, что все здорово и все идет по плану. Мы возвращаемся к
к чистым прокатам. Спасибо, поздравлять, конечно, еще рано, но да, то, что работаем, это факт. Поэтому все будет хорошо. То, что поздравлять рано, это я согласна, поскольку завтра произвольная программа. С каким настроем вы будете на нее выходить? Более раскрепощенные? Или же наоборот, собранные по эмоциям, на технику сделаете акцент? Или вот как раз-таки постарайтесь эмоциями отвлечься и поспокойнее? Нужно бы все соединить: спокойствие, уверенность, собранность и, конечно же, эмоции для наших любимых зрителей. С холодной головой и с горячим сердцем. Именно так. Делали ли вы больше прокатов произвольной программы после Казани, чтобы уже и физика в этот раз не подводила? Мы делали акценты на обе программы, поэтому тоже подготовили, чтобы уже чтобы мы могли быть уверенными в нашем прокате. А реваншистское настроение есть? Хочется какой-то самих для себя реванш Казани? Мы уже давно всем все доказали, мы катаемся для себя, то есть это наша работа, мы катаемся на тренировках, и это показатель на соревнованиях, показатель того, как мы тренируемся. Ну, тогда я желаю завтра, чтобы все получилось, чтобы вы показали свой максимум, остались сами довольны своим катанием. Это, наверное, самое главное, это самоудовлетворение от своего труда. Мы с Женей тоже, в принципе, удовлетворены сегодня своей работой. Это был долгий день фигурного катания, этого праздника спорта в Омске, где проходит заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию на коньках «Сердце Сибири». Мы с вами на сегодня прощаемся. Ждем всех наших ребят завтра в произвольных программах. Всем удачи. Я уже заговариваюсь. Жень, прощайся. Друзья, всем до завтра. Отпускаем ребят отдыхать. Надеемся на невероятную произвольную программу от всех видов абсолютно. А вы не переключайтесь и оставайтесь на Первом канале, потому что самое красивое и яркое фигурное катание именно здесь у нас.